Маша, ну, эфир запустили. Внимание сказать, есть уже у нас люди тут. Войдол штуку замел, еще да. И политик заезжал на ничего. Сюда бомбят, тогда мяцу, тоже мяцу еза. Готовы часами, сутками про джинов рассказывать и про религию. Да, и что там уже мозги хахкают, что арвели сон, вот такие из на оккупируют, и не та, не чат, и джинами. Имел что политик избегать, я сюда доль бомбят, мяцу, абсолютно, да. Вещь, вот я цаурмова, вахуя со стиглер, как энти, испехил дешун, дешун, ова, цада, вадишун, лахша. Да, миш там дари. Худок я тоже, ну, модуль был обещу, задва шу. Та она была варсу, что шалли лаку забагди яч. Сяна лудут хондош. Та ша бяч, таджим. Какая-то экстремальная погода, да. Эш потихоньку масана луду, штуку за луду, нет, он же класс нет, и шат вот делу момент, но уже все холодает конкретно. Инче новость сейчас бадгяч, он я уже ахера. Новый год, Рождество. Даются и Синтеркласс. Санта Боже шей. Жимте на хагу бол танда дулу, сама сетема юга кячин. И бина, сама богу шут я чуо, ребят, свеж таю вару квета обсуждение. То есть, Машу. Это нах бой, вот это что обсуждали, чувство Бог, нах, и не поддерживают. А там бяхкамца были. Уже сотни раз вай гардиду, вождиду, нах цан тяхут, юх, короче, гардиду, о, как цан тяхут, а вождиду, о, вах, тяхут. И все время как идут за Сусанинами, Голышевым, который там. Вот. Не, Уже Роберт, народ, население, они погорели на этих моментах. Санта охватно будешь поддерживать, из благородных целей, из добрых целей, искренне, короче, сейчас, поддерживать, Тот обломал, тот, короче. И Роберт, твои цани хватает собой. Договорю, 2 секунды. И вот когда ты уже неправильно завел разговор, не в ту сторону. в Европу, и когда они почувствовали вот эту вот теплоту, отношение к себе, они подумали, да гош бухдикнах, короче, гош, короче, не будем мы вообще вмешиваться в никакую политику, потому что вот здесь нам более спокойно и безопасно. Значит, позиция Харюк, наверное, вот так вот. Никто никого не просит кого-то либо поддерживать. В общем, люди совсем прихом. Тебя хватает собой, тебя харвалит собой. Мы просто собираемся, обсуждаем политику. Стараемся говорить правду, действительность, реальные вещи. Тебя хватит, само, сун тебя хватит, да, само. Сахита мудакекос. Сун тебя хватит, махит, дальше. Тут нету там, не знаю, мы не объявляем нас ни партийной какой-то государственной партии, которая ведущаяся, не обещаем народу, никаких лозунгов у нас нету. Мы просто собираемся говорить правду. Кто есть кто, who is who. И до стоек дючтек, что мы мало или не интересуемся, или предпочитаем об этих вещах в нашем обществе не говорить. Легче всего говорить о религии. Религия, это да, религии более-менее, She должна Deutsch geschiet zu нам.
Раньше религия табу у нас было. И до обоштек, стойку, низкая, хервалу хецу. Я понял, о чем вы говорите. Я просто говорю, почему. Вот сейчас нас 10 человек участников, тут я смотрю, я просто сую, это как бы дальше мысль продолжит. Вот смотри, 10 участников. Вот из этой, короче, вот информации я вот как бы предположил, что вот так это дело обстоит. Альберт, в принципе, доля правды в твоих словах тоже есть. Посмотри, во скольких политиков мы разочаровался наш народ, короче. Что не политик, то разочарование, да, если таши оуцек. Тана абу бадон, Альберт, он что в Европе халат сауэр, قوامك إخوة ببتشاخ إخوة دوش أوش политик мацпы халат. Сейчас хитом целук цетуцаги, цетечдяштаги совершенно небо и земля. Так что в твоих словах доля правды тоже есть, конечно. Даже Кама где-то, оставь даже народ, который, я не говорю, что он не образованный, не умный, не мудрый, просто который особо в политике не участвует. И что Адбита даже, вот возле даже нашего Никархо, он несколько раз погорел. Санин Тяхватан, Ухун Тяхватан. Хусейн Исханов, достойнейший человек нации, он пару раз погорел. Вот, он не то чтобы там его там ведомый был там, а просто вот как бы вот на эту сторону стал. Да, понятно, о чем ты говоришь. Да, вот так вот обломы кругом, короче, да, наш голос. Обычный народ теперь. А теперь представь обычный народ, который изредка в политику там так вот присматривается, иногда слушает новости. Представь их позицию. Да, не знаю. Да, хороший, хохарем, полбюцер, короче, да, я хош, короче, все, Франция, Австрия, хуй, Голландия, тига, идут, хохоза, дикнах, был, хохоза, толлеры, до хохоза, короче, то мерзда, что, короче, зачем нам больше рисковать, короче, пусть мы здесь, короче, спокойно, тихо будем жить, ищет, короче, и позиция, это я даже не могу ее обвинить в этом, потому что, реально ее подвели, народ, понимаете, подвели, подставили. Совершенно верно. Только исходя из этого, допустим, я за себя буду говорить, я начал так вот что-то шевелиться, смотреть, о чем они говорят, эти политики, вообще актуальная ситуация в мире одна, они говорят совсем потустороннем, да, политик, что дуаш ошки, хейна дуаш ошки, жима пойдя, оман пойдя, дуаш ошки, так сам цатич, да, гарам дуаш, да, цель, что дьюшут он был где-то, Альберт. Новость идти, что хазна, вот мне опять там чем дома ночь шока Европа был ночь قيتر был шбац нахитра. Короче, в Бельгии должен состояться митинг 7 декабря, час дня в Брюсселе. Перед российским посольством пройдет митинг чеченских женщин. Ближайшие крупные ориентиры парк Ольга на Поляты. Митинг будет направлен против репрессий со стороны московского ставленника Рамзана Кадырова, который похищает матерей, жен и сестер своих оппонентов, используя семьи как рычаг давления. Хош против Кадырова митинговать, я не сухана цахитва нохчаха. Кадыров, причем, если ты перед посольством России митингуешь, то должен требовать от России, а не какого-то оппонента, не знаю, ставленника. Не говорит Рамзан Кадыров, а говорит: Россия, прекратите преследовать наших женщин. Ты еще сбоку называть Россию, а не Рамзана Кадырова. Рамзан Кадыров сегодня в мире ассоциируется как чеченский народ или чеченская власть. Нарратив. Я прочитал в этом телеграм-канал Лига свободных наций, там, канал, типа свободных наций по России. Ты что, я еще раз, там нету ссылки. Ажиш Рамзан Кадыров, Эльчабисанана. Хорошо, давок царь Рамзан Кадыров, уверен, Путин настроение там поменяется, не знаю, у них какая-то политическая ситуация изменится, убирает Рамзана Кадырова. Так, Пупкин хватит, они опять против этого Пупкина, Рамзана, не знаю, будут митинговать.
У России надо требовать. Не у Рамзана Кадырова, а у России требовать. Эй, Россия, а что делать, что хацадек был? Господь. Приглашаются только женщины. Их безопасность обеспечит бельгийская полиция. Помимо демонстраций на весь мир чудовищных методов российского тоталитаризма, То есть таких кадыров обойме Кремля, там не счесть, да, бесчисленное количество таких кадыров в обойме вооружения Кремля против нас, короче говоря. Сегодня один Кадыров, завтра другой Кадыров. Ведется политика, российская политика в нашем регионе, в нашей республике, в нашем независимом государстве. Это входит в российскую политику. Это же Кадыров входит и другие марионетки. Все это российская политика против нас, против маршала. Кто организатор? Кто его знает, кто 7 декабря. Миш Ваханхаш, Роберт, сейчас найди, кто там организатор. Куда вещи надо своими именами назвать. Если вы против российской оккупации, то надо назвать, мы выступаем против репрессий российской оккупации Чеченской республики Чечня. Вот как должно быть и как будет правильно. А не называть тут Рамзана Кадырова как действующий московского ставленника. Да наплевать Западу. Рамзан Кадыров – это чеченская власть, которая в союзничестве якобы с российской властью Путина. То есть два союзника. Украинский пропаганду один и Бог Европа популяризирует. Я предлагаю организовать митинг на улице Титова, прорвало канализацию. Надо выйти всем и протестовать. В Грозном. Как чистят дырку в земле бая? Да, там, прорвало канализацию на улице Титова в городе Грозном. И надо выйти протестовать, что такое больше. Самое интересное. Чеченские женщины. Белорусы. Гейтишн, угар хасут, диландоши, сайта, суд, как они нас представляют, так гейтишн. Братья, так называемые. Окажись. Эрсурту датёхши, сайта. Амин, акую, тёхан, я, мертвого человека туда, в эту фотографию засунули. Ошбу, ишду ногчи представлять, бешму речь, ошбу ногчи зудри. Арам, ладно. Арюк моли нам ца, солнца. Вот вид чеченской женщины сегодня в мире. Вот он. Араб. В паранже. Самое первое, что я обсудить, это вот определенные задачи, что вы хотите дать, так религии слова, Украине слова разные, определить нервы. И первый тем даю шунус, предлагать еще войну, обсудить тем. Так, Украина ударила по Российской Федерации, вследствие чего Путин обновил свои какие-то ядерные доктрины. Это вопрос, да? Франция разрешила использовать их ракеты для нанесения ударов по Российской Федерации. Чего мы ждем от Трампа в целом в мире? Войны, предпримет ли он шаги для помощи Украине в обороне? И что, по политической теме обсудить давай по возможности. Так, да, хотя что вы кузовник сануш дидойчу дявы. Хатуа. То есть Украину чутьяна России дальнобойно штатцы добро хамадельня сразу же. В территории Тутур Алхипион, как ты думаешь, пойдут они на такое? Он собирался больше на это. Какая им разница бить по Чеченской республике или по российским территориям? Туори деши эту мобил. Де туорю. Но туоршал чуть Рамзаны ставки что-то есть сейчас туоршала или по военным объектам.
точечно было, что именно что по своим целям твою, мирняк целозуашеш, да, доксан. Да, цигавайца, дик боца завод сейчас он шагучал оружие я шабаяцом. Хаат хочуал, сон хездац. Обычно заводится хапа, да, я нахим завод, шеши хапа, да, я как ты завод сейчас, он идет. Творится, и пропаганда к этому нормально содействует. Он царил пропаганда, чеченцы, Кадыров, Элмаяйцан, Вейг, Кадыров, чеченцы Бага, но перед западным обществом они ведут свою пропаганду. Запад не понимает, кто такие кадыровцы или кто такие чеченцы там. Запад слышит чеченская власть, Чеченская республика, царь что. А даже среднестатистический западный житель, в их представлении есть Россия, есть Чеченская республика. Как сегодня есть Российская Федерация, есть Северная Корея, которая в союзе с Россией. То же самое представление о нашей республике. И имидж уже доходит до У нас репутация сегодня в мире, что чеченцы напали вместе с россиянами на Украину. Все. И имя, и репутация. Придется многие годы над этим работать. Это с легкой руки русская пропаганда и украинская пропаганда тоже вкупе с российской пропагандой сегодня работает. Сомнений лишен. Я вижу, как российская и русская пропаганда работает по очернению чеченского народа. Он дальше. А Грузия Телечна Дагдойшин. За 5 дней они успели назвать на чеченские батальоны, которые на грузин напали. Та же самая пропаганда шла и в грузинской войне. И том Бах-Беляхара было бы то же самое, что происходит и сегодня на поле информационных СМИ. Украина и Россия говорили бы о наших. Просто том, и у них это дальше не пошло. Но уже с того времени я понимал, что мы часто, что он они будут нас вытасывать, твой бег и дуцар, он дальше. Это делается планами на будущее. Они прекрасно знают, что Путин не вечен. И когда Путина не будет, они прекрасно понимают, что надо эту Россию как-то перед мировым сообществом обелить, как-то на Путина все, как переложить всю ответственность. Для этого и нас, если когда это будет происходить, к русским будет Меркель Турмаду и напомнит о грузинской войне, и напомнит о сирийских бомбежках, и напомнит еще 2 русско-чеченские войны. А сегодня новейшая история, это всем известные 2 русско-чеченских, где они убивали, то же самое творили, что сегодня делают в Украине. Они пытаются ущербию от власти Путина как-то минимализировать. И поэтому они сегодня, чеченцы больше, делают нас этими чертями перед всем миром. Никто не спросит потом, забудут про эти 2 русские войны, 2 русско-чеченские войны. Или лошади. Ты там беднеешь, это Россия большая. Стой, у тебя колонки и эхо идет. Во всей этой России есть много национальностей. Чеченцы в этой России небольшая нация. Если она где-то на 6-7 месте, может быть. Но есть Татарстан, огромная республика. Есть Башкирстан, огромная республика. Есть Чуваши, есть Дальний Восток, огромен этот список национальностей Российской Федерации. Но именно почему-то, я даже не говорю о Кавказе, но почему-то везде одни чеченцы у них на слуху. И Абдиалудинов, чеченец, и человек, который занимается обменом военнопленными, тоже человек чеченской национальности. То есть они везде суют этих чеченов своих, подрусских, халуш будешь. А для чего это делать? Чтобы на слуху везде была чеченская фамилия, чеченское имя. Целенаправленно ли пропаганду лилось? Мы не слышим ни о дагестанцев, ни о татаров, ни о башкиров, не называются их национальности. Но почему-то русские и чеченцы. Да, еще дождь, один адилштег. Это самухас, эхо даяли. Для политики у них всегда, конечно, было, начиная и с царских времен,
злой чечен ползет на береги, потом в сталинские времена предатели всего Советского Союза, самые предатели, самые, что ни на есть, позорное имя попытались на нашу национальность навесить после выселения уже и до выселения, короче. Это нам не привыкать к этим ярлыкам, короче, от русских, да, постоянно ярлык уж, короче. А холодать свой, из-за, я думаю, в каком-то плане и не только нам известно, и не только нам понятно становится, да, что так вот они пользуются этим, чтобы замазать вместе со своими преступлениями другие там, или народы, общества какие-то и так далее, да. Допустим, если Украине даже будет необходимость ударить по Чеченской республике, да, там, по базе Кадыровых, или там, я бы был, конечно, не против, если бы по этому университету, где готовят убийц, они бы ударили, то только точечно там, не задевают там мирных людей как-нибудь там, и другие там какие-то опасные движения, да, против мирного населения. Вот, если бы, допустим, Украина надумает ударить по целям, в принципе, я ничего там страшного не вижу, а только наоборот, какой-то польза будет от этого, что узнают эти убийцы народа нашего, которые там базы устроили, что им тоже попадет, короче, рано или поздно. Вот, а так, если бы, допустим, Украина, так как она признала нас в парламенте, да, как оккупированная территория, президент это еще не подписал, но все равно вот правовая точка там тоже интересная, вот, короче, если они, признав нашу территорию оккупированной, и все равно будут ее бомбить, вот тут им надо будет быть очень осторожными в этом плане. Да? Нет, стой, там есть политический как бы нюанс. Она признала нашу территорию оккупированной, это Филькина грамота. Они одновременно также говорят и признают, что другие национальные территории сегодня российские, когда тоже оккупированы, когда-либо больше, задаются. То есть они нас таким образом опять вмешали в эту Российскую Федерацию. Это неофициально, но подтекст такой. Ты не можешь признать какую-то оккупированную территорию какой-то страны оккупированной, прежде всего, не признав ее независимость. Это политические шаги, степ-бай-степ дадишь. Сначала мы же не идем логически, чтобы выйти на улицу, ты одеваешься, чтобы не ходить там голым. Утрированно говорю, бях побил. Сначала, чтобы выйти, надо одеться. Эти, не одевшись, вышли голыми на улицу, чтобы признать какую-то территорию оккупированную, вначале эту территорию надо признать независимым государством. Только независимое государство ты можешь признать оккупированной. А мне на это отвечают, что типа, признав оккупированной, это одновременно признается независимым. Должна быть бумага, четко, где по белому черному написано чеченская. Мы признаем Чеченскую республику как независимое государство. Уж потом он делает второй шаг. Ты уже признаешь, что ее оккупировали. Иду и военходишь так. Не надо водиться вот на эти политические их инсинуации, олицуна, доцэч. Признали ее оккупированной в каких-то своих политических целях. Там, привлечь чеченское мясо, грубо говоря, например, там что-то еще. Видишь? То есть, признав нашу территорию оккупированной, наоборот, нам делают как западню. Нас не надо признавать оккупированной. Нас надо признать независимым, суверенитет нашего государства признать. А то, что мы оккупированы, это уже по факту само собой следует. Даже об этом вслух и не надо говорить. Видишь, сбоку, надо вот в этих нюансах быть умнее, политически подкованные. Мы тут ведемся на все это, их игры, ушами хлопаем и кричим на весь мир, что Украина нас оккупированной признала. Ну и что? Она также признает, что и другие территории оккупированы. И что? Видишь, Богу, нету претендента. Это мое мнение, я это так вижу. Мнение, что это? Мы уже несколько раз опубликовали по этому поводу какие-то посты, такие сокращенные, чтобы более были понятные людям. Мы могли бы, конечно, там написать на 100 листов там расклад юридический. Никто это читать не будет, поэтому мы так вот на нескольких предложениях подстыщем и там чуть-чуть вверх пойдите, там все это опубликовано, там все понятно для обычного обывателя. Допустим, гипотетически возьмем даже тот же самый Закав, его команда пошлет в украинское правительство официальное письмо с просьбой хотя бы признать Чеченскую республику Ичкерии
независимым, суверенным государством. Да не сделают они на это. Не пойдут они на это. Прекрасно понимают, что не могут на это пойти. Им даже это даже не разрешат. Это больше это, с Российской Федерацией они отрезают пути. Даже сегодня они говорят, уже пару месяцев будут мирные переговоры. Мирные переговоры уже закулисно ведутся у них. Просто дело в том, что и вопрос в том, что официально это озвучить надо будет когда-либо. Это в следующем году будет, в наступающем году. А теперь, если Украина признает наше суверенное государство, русские на это как реагируют? Они на это никогда не пойдут. Да, там в целях каких-то политических, каких-то нюансов они могут сказать, территория оккупирована. Но сказали, все забыли при этом. Он даже Цадова дышун на то, что Украина у себя в владе якобы декларацию приняла, типа, декларация моя, царь его знает. Дождь солнца. То, что территория признана оккупированной, на это Россия никак не среагировала. Почему? Да потому что Россия прекрасно знает то, что я вам только что сказал, что прежде чем признать чью-либо оккупированную, ты должен признать ее независимость. Признав независимость, опять повторюсь, признав независимость, ты по факту говоришь, что эта территория оккупирована, потому что на ней находится российская власть, это власти и силы военные. Это дураку уже понятно. То есть, должны мы же уже быть в этом деле подкованы. Ведемся на все эти игры закулисные. Это мы там... Я дополню. Тойзена и оккупированные территории без признания без предварительного признания независимости, признание оккупированной территории означает, что вот эта территория стремится освободиться от этого государства. Понимаете, что? То есть это возвращение назад, то есть до 90-х годов, когда мы провозгласили декларацию независимости, приняли Конституцию, и шайк аннулировать еще. И что ли? Логически. То есть мы идем на начальный этап, и потом уже начинаем опять объявлять независимость, опять объявлять там еще что-то. Короче, на исходной позиции. Нас не нужно признать оккупированным. Нам это не надо, цага. Мы этом не нуждаемся, цага. Мы свою независимость декларировали уже в 90-м году, лохматый, 30 лет назад. Украинцы, вспомните нашу историю. Медвежьи услуги делают. Филькина грамота от раз, медвежья услуга. Ладно, украинцев, русских я могу еще понять. Противник, враги, они ведут свою политику. Украинцев я еще могу, они ведут свою политику с национальных интересов. Сухие человеческой стороны. Вечера сахиет сантяхит на языка ничего адуцевать политическая безграмотность. Все из политики у вас, но я элементарные вещи понимаю, что в мире как это происходит. Хош буцант яхит нас признали оккупированной территорией что эти в купе с этой пропаганды обманывают нас сегодня, получается. Так, мое, или это на самом деле политическая безграмотность, или на самом деле они ведут свою работу. Так, значит, на первый вопрос мы отвечаем, что Украина вполне может ударить по Чеченской республике. Да, отвечаем на первый вопрос. Насчет того, что ударить, не ударить, с моей точки, чисто военном даже, стратегическом даже, в понимании, это нецелесообразно бить по Чеченской республике. Он оценил, что ракет, даст там какое-то определенное количество ракет у них. Бить по Чеченской республике от этого не изменится. То есть там нет таких стратегических объектов, чтобы можно было ради этого ракету пускать. У них на российской территории очень много военных заводов, объектов. Пускай бьют по российской территории. А по Чеченской республике это последний. А ты не исключаешь, что под видом украинской атаки российские закинут туда? Хороший вопрос, кстати.
это будет видно, как ты можешь сегодня в 21 веке взять, запустить ракету, и об этом, и откуда она вылетит, все будут знать. Допустим, малазийский сбитый самолет до сих пор никак не определили. Совершенно верно. Все там определили, откуда была пущена эта ракета, где это он стоял. Все это определено. Это просто Но это российская потом уже, пропаганда через 10 лет. не Через 10 признается лет. в этом. Через 10 Суд лет. прошел, в Голландии был суд прошел, все было доказано, откуда вы, чья была, вплоть до и номеров ракет. И что надо уже, и что надо. А по истечении 10 лет можно натворить дело сколько угодно. Любой тяжбях билбо шумши швендухал, да, украинский он эршешту и адоч бушло. А вообще никакой гарантии не даю, что по нам не ударит. Или украинцы, или российская. Неважно, по каким мотивам, как угодно. Эмоционально, политически, экономически, как угодно. Все бахандолицы, чувствую любой. С проблемами, с удовольствием. И те, и другие. Так, следующий Я вопрос. не думаю, что она будет бить по Чеченской республике с точки зрения стратегической военной стратегии ЛБАС. Но украинцы догадываются, потому что сегодня она коррумпированная страна. Это признаются, в этом уже говорят вслух на Западе, что Украина это одна из коррумпированных стран в мире. Я сегодня слушаю одного польского политика, министра иностранных дел, я потом поищу, он сказал, что от 30 до 50% бюджет в Украине воруется. То есть бюджет сегодня состоит в западных вложениях и дотациях. Ну, это уже внутреннее дело Украины. Давай перейдем на следующий вопрос, потому что мы слишком задержались на этом вопросе. Интересный вопрос, что вы говорите. Вот, в общем, избран Трамп. У нас теперь, намечается новая эпоха. Что будет с американской внешней политикой, что она изменит, не изменит. Ваши мнения будут интересны. То есть, изменится по-любому внешняя политика Америки, это в первую очередь. Изменится миграционная политика в Америке, мигрантов будут выселять, депортировать. Много чего изменится. Я думаю, также Трамп добьется мирных переговоров. Я думаю, что они все-таки уже нацелились разделить Украину. Те территории, которые будут оккупированы, они останутся у россиян. То, что они не успели, останется у Украины. План Швейцарии. Поменяется политика НАТО. И в связи с тем, что европейская западная часть этой планеты тоже будет себя как-то уже перерассматривать под американскую политику. Если все началось в Америке, в Европе все это закончится. Та же самое изменение в этой иммиграционной политике Европы произойдет огромные. Не будет того либерального взгляда на беженцев. Права человека они будут, но к ним будут относиться и рассматривать права человека интересах, личных интересах национальных стран Запада. Они будут все это рассматривать только в своих интересах. Изменения быть осторожным в своих высказываниях, я имею в виду насчет религиозных высказываний, там, кефир, ночи. Что Европа перестанет быть той Европой, которая есть даже сегодня. Завтра она будет совсем другая. И что будет суд? Несмотря на то, что политиков, то есть избиратели сделали свой выбор в Америке, в Соединенных Штатах Америки, но европейские страны, как наблюдается, не собираются менять свою политику, по крайней мере, по отношению к Украине. Они утверждают, что будут продолжать и помогать обороняться от российской агрессии. В общем, и НАТО тоже не ослабевает, насколько я понимаю, эти сводки новостей. В общем, тут разнится политика Трампа, будущего президента, то есть настоящего уже президента, и политики европейских стран разнятся, да, я вижу, как разнится по большей части. Должны 2 секунды прокомментировать ситуацию мою. Идет борьба характеров.
Если легче даст, более понятный муха дариза, işte выражение какое? Çık yolu hoş. Видишь, иду тебя. А çık yürü çık ясы. Hoş ухо, короче, çık yürü ясы. Ищет, короче, ситуацию себя. Игра характеров. У обоих полюсов мощнейшее оружие. Нельзя говорить то, что Россия там сейчас такая слабая, гори, ложи, короче. Нельзя такие вещи говорить, нельзя недооценивать противника. Россия имеет серьезный потенциал военхаться, они 25 лет готовились. Альберт, смотри, если, допустим, такая общеполитическая, то есть общая мировая картина наблюдается так, в общем, Трампа сносит в сторону диктаторских стран больше, да, он симпатизирует Китаю, он собирается договариваться с Путиным, то есть вот эти вот диктаторские страны, которые ополчились против демократических стран, как можно наблюдаем, если так вот упрощенно смотреть, европейские страны не собираются ослабевать, короче, и НАТО тоже, а вот Америка что-то начала заигрывать с диктаторскими странами. Интересно, да, очень складывается. Я не знаю, сейчас, может, кому-то не понравится сунуться этих. Я просто всегда смотрю на это реально. Я думаю, мир, да и вот то, что сейчас вот Америка, Германия, там, мир вообще, короче, сильные мира всего, у них идет разборка. Это как бандитская разборка. Вот, представьте, вот выйдите на уровень бандитской разборки. И, короче, лучше приятствуется о ресторане. Как обычно, в Москве, там вот, кто бывал в этих ситуациях, он знает. Это группировка, вождь группировка, Саша, стрелка назначили, раз, короче, и начинают делить Москву. И ситуация, и цыгах, короче, цыганистку, кунганистку, короче. Понятно, Альберт, тогда, значит... Секунду, сейчас. Скорее всего, пойдут на условия Путина. Почему? Я объясняю. Почему? Потому что Путин действует без правил, а демократическому Западу приходится соблюдать правила. То есть, вот этого крастика, которого выдали, им приходилось заигрывать с Россией, да, вы имеете в виду? Да, соблюдать его права, как и остальных преступников. А вот России, которые, они каких-то американцев, немцев задержали, им наплевать, соблюдать их права, не соблюдать, они что хотят, эти швабры, там, что угодно, бутылки. И у России вот это и есть преимущество гопника. То есть Россия это гопник, а цивилизованный мир это цивилизованный мир, который хочет быть добрым, правильным, там все такое. А вот у России это преимущество и есть. Они шантажируют тем, что они гопники, они будут делать, что хотят, они не соблюдают никаких правил. А международный... С гопником России, да, понятно, конечно, не спала, Альберт. Я бы знал, что хотел это самое. Да, гопник России известен всему миру, конечно, не спала, Альберт. Вот этот вопрос, Трамп избран, что чего ожидать, какие прогнозы могут быть, изменится ли политика Соединенных Штатов сильно или не сильно. Вот тест того, получил Буш, и вопрос, что был дорогой, да, интересно. Он сделает ровно столько, сколько в его рамках ему позволено. То есть по демократической, по правовой системе он не имеет права сажать на бутылки, бить током, беспредельничать. Все. Понимаешь? У него рамки. У Путина этих рамок нет. Видишь? Трамп хавоцик, Миль хавоцик, Иисус хавает, Миля хавоцик, демон, дьявол, кто угодно. У Запада цивилизации свои правила, они живут в рамках правовой системы. Путин не живет в этих рамках. Понимаете? И это его преимущество.
Тесла, можешь ответить на вопрос? Баркал, Альберт, сейчас мы спросим у Тесла, а у Бяхца была. Тесла выставлял Машу. Машу. Ну, в каком-то смысле, Альберт, не шлю, естественно. У кого гопник против очкастого профессора в подворотне, он как бы беззащитен. Нет, но сама думать и правил. Ну, это Саддам Хусейн тоже ведь был гопник. И вот этот был гопник, говорила, Каддафи. То есть проблема с гопником, в общем-то, решается. Просто это гопник с ядерным оружием. И проблем. Так-то цивилизованный Запад гопников нецивилизованно мочит. Просто гопник Путин имеет ядерное оружие. Единственная его это сила гопника. Что очкастый профессор Шбат в Западе тоже могут, короче, скажем там, быкануть. И вон сколько там ты западен, ты чьешь, шум шлешь. Но Путин, например, никогда не трогает Израиль. Потому что они тоже не очкастый профессор, и тоже так по-грязному этого гопника полоснут подворотни бритвой. То есть ответку такую же гопническую сделают. Скажем, из правил выходящие. То же самое из Турции. Да, из Турции Путин боится, потому что Эрдоган тоже это не очкастый профессор, который соблюдает правила. Но и да, Путин все-таки Путин, а страны, экономика, война, это все же и гопник, ослабление России очень сильное, оно заметно на глазах. То есть экономика, гопниковский выход еще, экономика его держится, потому что им позволяют. То есть это вот только убрали этот Сбербанк сегодня или вчера с этого. То есть им перечисляли деньги за нефть, там, за это позволяли. И что я думаю, что гопничество Путина помогает ему блефовать, но экономику Русни он даже по-гопниковски спасти не может, я думаю. Так, с этим вопросом более-менее нам стало понятно, потому что, конечно, против правил и бесправия, против лома поможет только лом. Абсолютно старая истина. Нам это, короче говоря, вот у нас все более и более каждый день подтверждается. Вот такой вопрос следующий. Я хотел бы за этот первый час нашего эфира закончить со всеми важными вопросами, поэтому я сейчас на следующий вопрос перейду и потом продолжим. Так, в общем, насчет тут спрашивается, допустим, если выберешь доль, ويبقى ده مغطى بيزدا شارك بيرزا دوق ويغا إيش مثلا خلش ده طبعا يعني تو دوق ده مغاوت ويخلي شوش ده سيدون ده دوق ده مغا ده ويهم там день нашей свободы, Эдсон. И хагл дел, вот, допустим, в плане, допустим, ну, люди будут, внешний мир будет смотреть с кем, короче говоря, вести какие-то диалоги и так далее, из нашего общества, да, допустим. Так, как каждый видит эту картину, допустим, в ВЦ, допустим, внешний мир вышел на диалог с нашими представителями, и вот эти процессы, как вы их видите, они будут конфликтными, есть ли вероятность бесконфликтной организации для того, чтобы провести и восстановить все процессы политические и так далее, референдум, выбор, короче говоря, был президент Хорш, я референдум içkeri dayakla oyuncular ve işte o şahit veş merşu veş bu neylerin veş ayol dağıtın veş zakoş veş lu şu referandum meş ay şu hatta doğru bu oyuncular da ama işte это момента nasıl Rusya yok gerçuç tabii şamirna akkuratna Согласно, скажем, мы дахуатвари гошу, не цагошу, или халхерду, что нам придется внешнему миру сказать, пожалуйста, чикатигент дахуатицу мах, короче, что ехать, что хаусу, что тадгалах, у нас хумхердош, дакшим, и что дихидут я шанс утягивается, аккуратно, да, он процесс даёт, у элхрич, он цуго просто, что важно, масарно. Это Тесла хорошо ответит на этот вопрос. Я в черных красках отвечу. Я пока что сортан говорить о как бы репутационной, имиджевой потере еще кое. Нас фактически как сообщников геноцида украинцев будут рассматривать после этой самой войны.
И любые запросы, хотелки наших соседей вы не ущербят и исполнять те свои, скажем так, под патронажем украинцев за какой-то хрюй. Возьмем пост, уснявая, скажем так, чрезвычайная комиссия. Да. И они будут нас рассматривать как например, другие республики Военгура, которые добровольно вошли в состав России, там подписали федеральный договор, никогда не сопротивлялись, не пытались выйти из этого гадюшника. То есть они будут нечестно, как и в жизни бывает всегда. Не как в сказке добром там кончается. Вот нечестно, их будут рассматривать как жертв, а нас как соучастника судить как за соучастие в преступлениях Путина. Тут идет штука, если мы как бы так трех и корабль перевернутся, да. То есть он Альберт еще хуяхи цухатор. Естественно, Элегас Халху Диснак, да и наша российская украинская пропаганда, где есть слово русский, то есть Россия, чеченцы, лице Кадырова. То же самое, я так и считаю, что целенаправленная пропаганда в случае того, если какие-то изменения, крупные изменения политические в России произойдут, чтобы чеченцы не смогли говорить о своей свободе, тем более запрашивать или надеяться на союзников на Западе. Тесла Смаала нас целенаправленно втягивают как преступников в эту преступную войну. И они сегодня этого добились. Нам придется годы над этим работать, чтобы западного человека донести, что это не так. Это душу. Что мы сможем сделать там в случае? Идите, у нас нет никакой стойкой аналитики с Баукуду. У нас дом, мы не знаем, что дома происходит. Не знаем Баукуду, мы не знаем, о чем дома нас земляк думает. Воем Запада, мы тут как-то более свободные. Но то, что творится в головах дома у народа, мы не знаем. Мы не знаем, какие у них там политические запросы. Может быть, они на самом деле хотят жить в исламском государстве. Может быть, не хотят. Может быть, хотят в демократических ценностях жить. Чтобы высказывать какое-то мнение, мне нужно знать хотя бы элементарно какую-то, иметь аналитику. И я возвращаюсь к тому, что мы возвратились на тот первоначальный путь, который мы были даже в 90-е годы, в момент развала Советского Союза. Нам придется все начинать заново. У нас за 30 лет с помощью русской пропаганды и с помощью арабской, исламской идеологии нас вернули на 30-40 лет назад. В этом дахальша ванюка независимости дьюч так вот, все говорят в отрицательном виде, что Ичкерия была такое, Ичкерия это плохо. То есть таким образом просто они списали на нет, перемешав само понятие государства и понятие личности в этом государстве. Когда мы говорим, что Дуда был плохим, тот же самый Муса Темскер, Дуда это делал, то мы не должны смешивать понимание государства и какой-то личности в этом государстве. От того, что какая-то личность плохо поступала, от этого государство не может быть плохим или хорошим. Оно не разваливается. Если оно так происходило бы во всем мире, так же, как у нас хотят преподнести, если Дуда был плохим, то значит, Ичкерия была плохая. Скажите, что? Скажите с Богу. То есть, то если это было на самом деле так, то в мире не существовало бы государств. И Англия не существовала бы столько лет, не просуществовала бы. У нас в Англии были хорошие личности. Мы перебить. Да, я закончу, быстро закончу. Наберись терпения, аналитики, мы не знаем, что происходит дома в головах у наших земляков. И даже здесь, в Европе, у нас мало кто нас поддерживает в наших стремлениях идут сюда. Все хотят почему-то... Нас не существует в мире. Мы физически существуем, но в политическом, в плане политической жизни, геополитики, внутренней политики у нас нету, потому что мы все приготовились умереть. Мы живем, лишь дышим, чтобы умереть и попасть в рай. Вот до чего дошел наш народ. У нас нет никаких национальных интересов. Наши интересы – это умереть, попасть в рай. Мы думаем о загробной жизни. О жизни за нас думают наши враги. Alberto, Велихан. В ситуации, когда, вот, допустим, Россия купила, да, доллар, мяш,
жизнь налаживать, когда мы начнем, эти процессы будут более-менее мирно происходить, или понадобится внешняя какая-то помощь, чтобы предотвратить всякие противопровокации и так далее? Альберт, Альберт, слушаем твой ответ, нам интересно. Это не тот вопрос, на который отвечал. Ему вопрос не нравится, Стоик. Задай ему другой вопрос. Не, я просто... это был другой вопрос, на который ты ответил. А это вообще совершенно другой вопрос. Бигду Стоик, на твой вопрос. Без посторонней помощи у нас ничего не получится. Наше общество, наш народ разделен на две части. С одной стороны, у нас, как я далее сказал, это религиозный настрой населения. С другой стороны, у нас бывшие русские, это подрусские, я не знаю, как называть, как их хотите. Иш-дуде. То есть, кто нам даст, понимаешь? Кто нам даст? Это какая-то фантастическая ситуация, которая там, так, короче, вот вам свобода, короче, и делайте, что хотите на этой территории. Ишманатис. Это так не происходит. Вот, короче, шунок чеду иду. Тоже Ибраим Никурхов, Закай, Идига, Дигду. Так, хорошо территорию, короче, шелво где. Ищет мацахолис. Ищет холитер даст, никто это не даст. Это. На этой планете на данный момент никто не разрешит. А как должно быть, по-твоему, Альберт? Во-первых, мы должны, какое-то общество, мы должны осознать, что мы какое-то имеем слово в этом мире в соответствии, пусть даже мы не участвовали в этом, но у ООН устав, если почитайте устав, это международное какое-то заключение. Альберт, значит, я как понимаю, ты говоришь, что мы должны осознать, стать хозяевами своего слова, хотя бы стать каким-то гражданским обществом и бороться за свои права, правильно я понял? Да, ну с этого начать надо, а не с того, что там, короче, горди, думай, ходи, думай, шейх Мансур, ой, имам Шамиль, Дудая, Хуна, и вообще, Хуна, и Хуна, Вацар, и да, это между нами можем говорить, реально понимаем, что Дудаев Хунавор, Хунавор, мы их представляем. Ну, в мире, на этой планете, среди вот этих политиков, я думаю, Дудаев Хунавор, там, Шеймусов Хунавор, Хунавор. И они не поймут даже, о чем мы говорим. Мы должны говорить юридическим языком. А то, что Хуна, Вацари, это между нами остается. Это никуда не денется. Мы всегда будем признавать Хуна, геройство, Тур плохой. Поэтому надо как-то от этого отойти и как-то там международные законы, международные понятия. Скажем, как-то чуть-чуть саморазвитием заняться, интернетом, скажем, просто почитайте устав ООН, почитайте Шенгенское соглашение, почитайте это. Так даже никто не читал Конституцию нашей Чеченской Республики Ичкерия. О чем мы говорим? То есть часть вопросов, то есть время для вопросов у нас как бы час был. Мы, в принципе, на самый важный вопрос ответили. И дальше эфир свободно к теме его и Молдова. То есть Латвия и Путин и обращение там 7-8 минут. Я настолько впечатлился, когда Мухульца еще реакция, которую ты хочешь 100 раз послушать. Я хочу еще раз послушать этого Путина, последнее его обращение. Включи его, пожалуйста. У меня нет где-то. Включайте, я прокомментирую.
Надо поискать, Сободеш, как я его сейчас найду тебе. Сейчас я быстро найду тебе, скину. Ссылку ему скинь, Альберт. Тесла, он хезяци. Знаете, увижу, если так скажу, я не слышал. Сейчас я найду быстро. İbrahim, čim se veliki, čim ušmaci. Хагушам, Настя, вроде. То это я тебе скинул, сейчас она загружается. И обращение. Я прямо с официального сайта kremlin.ru. Прям вот самое это официальность. Все, загрузилось. Чухасан. Давай обсудим. Я поставлю, но я его слушать не буду. У меня вот на это не хватает нервов, чтобы было где-то. Я отойду, потом позовем семью. И на вас гичмек шваться. Состав вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях. Не слышно, Тойзан. Питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, Резон, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции. А именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства. Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно. 19 ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шедоу» производства Великобритании и «Химарс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые очевидно были поставлены перед собой противником, не достигнуты. Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет «Атакамс» ликвидировано. Жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие.
погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены. В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение. Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Точно, да, я Магадон уже. Он соврал, что я уже потерял счет. А красные линии закончились совсем, видать, уже, да? Да, там он столько раз соврал, что я уже забуду начало, первый вранье, пока он доберется до последнего. Так, Биттон Кютша. Первый. Кстати, стратегически Россия проиграет ей дает Швог. Это война, даже несмотря на то, что они территорию захватили, она стратегическое поражение уже нанесла. Стратегический блок, долгосрочные последствия этой войны для России, они будут фатальны. То есть, как раз про стратегию он это ошибается. И ракет, что харю, и цена, что клира, цена паники, разрешений. Походу, он очень сильно надеялся на то, что это разрешение не дадут. И даже американцы, они не отводили вот эти войска, уверенные, что вот американцы там не согласятся, администрация Байдена не демонстрировала решимости это делать, а следовательно, Трамп хотя так и так тухарят больше. На это авось понадеяться, видимо, они не отводили ни командные пункты, ни свои эти аэродромы, отводить те же сахалцарвидения. На свои угрозы, то есть на свои блефы, как раз гопнические блефы, надеется дешево. И командный пункт Ючо, который наконец-то признают, что он не был. И склад, оказывается, был обычно хомо-олмата олицар. Обломки упали, возгорание, боже, исключительно чуи, потому что там съемки есть. По поводу этого командного пункта, это вообще феерически чуи, потому что есть видео, где все вот эти 13, представьте, 13 вот этих дур здоровых штормшедов, они попадают в это место. То есть ничего там не сбито, а сбить на бокс. Так, сегодня поступила информация, что там было убито в этом подземном, под усадьбой этой самой дворянской, еще царской времени, под усадьбой Енил, бомбоубежище, командный пункт. Там убит генерал Солодкин, который участвовал в первых и вторых чеченских войнах, кстати. Генерал Солодкин. 18 высших офицеров, 33 еще ранены. Ну, ранены, скорее всего, большинство из них не жильцы. То есть полсотни офицеров. Далее там погиб КНДРовский генерал и около 500 КНДРовских вот этих солдат-офицеров. Корейские шахиды, что ли, они, да? Да, муджахиды эти, 12 тысяч. 500 человек там положили эти ракеты. Они уже с гуриями, да? Да, они уже с гуриями наблюдают через окошки, как их матерей коммунистических пытает в аду. Ишь, короче,
страшный ущерб. И именно вот из этого командный пункт има трехацующие баллистические ракеты МБР. Межконтинентальные, средней дальности ракеты. Не МБР, это ракета средней дальности. 6000 километров у нее дальность. У этого самого Рубеж-26, он же Орешник, он же... Блин, так и шеф там, короче. И если бы это бы как у преступника, он же... Представьте, и если, как он говорит, это слабый, ерунда, сахилар сбили мы наши повозы. Командный пункт там, эти раненые бешбар просто тоже хумат сахила. Подожди, ты хумат сахил, зачем ты, я сотни миллионов дюр шел, в космосе хала и шел, только что разработанные, 5-6 штук бемя и шел, экспериментальный, иду ряд. Он же Рубеж-26, он же Ярш, он же теперь Орешник, и он кушает по Днепру. Причем там нету даже головных ни ядерной, ни обычной там не было. Я подозреваю, что на большой скорости у него у этих разделяющих боеголовок шутика, и там внутри находится там ядерная боеголовка. Ядерная боеголовка бывает обычно молибденовый, титаново-молибденовый шихта, и чтобы она не перегрелась, слой специально защищенных, чтобы поток этого на сверхзвуке чаек, поток воздуха ее не разогревает до очень высоких температур, чтобы она там не испортилась, чтобы сработала четко на определенной высоте. Ее такое делают. И теперь у них срочное задание по Украине пыльнуть, но без ядерной. Куда идутся? Они просто царствуют. Тротилш, ялфюш, разделяющий. Тротилш, там от нагрева сдетонирует тротил. То есть они просто пульнули 6 железных болванок по этому Днепру. Из-за кинетического удара все-таки энергетический. Знаете, создание шухенатики, трехэтажные, четырехэтажные, сопало, в общем, там минимальный ущерб. Даже украинцам нечего показывать. Просто. Гущишин буйсаниш, просто пылающая такая штука, 6 штук, они падают там видно. Никаких взрывов, ничего там не происходит. То есть они туда сунули эту обычную боеголовку, сунули бы, если бы могли бы. Но поскольку в чах Сихбельдела просто 6 железок кинули на Днепр, 800 километров, и от этого Астраханский, Капустин, я, видите, Гарпайсон, знаменитый их этот испытатель. И то есть Сапчика даже не напугали, Запад даже на это не отреагировал. Мало того, Путин, судя на Хайшу, прежде чем кинуть вот эту средней дальности баллистическую ракету, это уже силы ядерного сдерживания. У них с американцами есть соглашение. Когда запускается такого типа ракеты или выше, или межконтинентальная, то надо по специальному каналу известить противника вероятного, что мы тут собираемся пульнуть, чтобы его автоматическая система ответки случайно не сработала. Так он делает заранее предупредить. Оказывается, вот это кремляди предупредили американцев, что сейчас ракет пошло по Днепру. Как бы предупреждение сценария. И американцы, и посольство, тут же это, 6 посольств, и там полякшига, они тут же закрыли свои посольства. Песков вышел, и ему говорят, что предупредить меня, какой Цабинер сейчас бах, короче. Потом, что Цабинер, американская эта секретарша говорит, Белый дом мир, что царь Бинер то предупредит. Так, раз решили на попятную пойти, за полчаса Бинер то прилетят. То есть хотя бы как-то выглядит как бы в этом, обмазавшись в дерьме, все-таки это прилично выглядит, где за полчаса. Но судя по тому, что американцы посольству сказали за несколько часов, то есть предупредили даже за несколько часов, не за полчаса. То есть вся эта шняга путинская в пшик превратилась, просто и МБР сейчас, ты не можешь и Украину обстреливать этими межконтинентальными вот этими штуками, просто потому что это страшно дорого. А эффект точно такой же, как и Искандер Тюахсана. То есть ты кидаешь 150-200 миллионную дуру, которая предназначена, чтобы там, не знаю, Жигули на ту сторону континента закинуть от Грузию, там тонну-полторы. С такой же целью ты можешь 3 Искандера кинуть и тот же самый взрывчатку доставить, но цена там будет, не знаю, в сотни раз дешевле будет. Ну не в сотни, но, да, допустим, в десятки раз дешевле будет.
То есть он говорит, украинщина это абсолютно по барабану, собственную ракету на сотни миллионов долларов просто потратил, чтобы 6 болванок кинуть на Днепр. Да он даже там, по-моему, людей не убил, а ранил только. То есть вот этот дед совсем поехал и живет в воображаемом мире, Альберт. С комментарием. Да, но в любом случае он уже выглядит как загнанная крыса в угол, хотя и пытается не подать виду. В любом случае, на шумяком хочешь навещать. Естественно, генерал Бабай Албахакан перед корейцами опозорился. Он же там, наверное, Киму говорил, что вот у нас там ПВО, там они все защищены. А тут раз, и ни одного. То есть этот беспилотник украинский показывает все взрывы. Все. Да? То есть у них еще там тайный беспилотник их не летал над этой самой усадьбой. Там что там километров 3-5 от него он висит в воздухе, по-видимому, специальный. Тесла. Просто вот гипотетически, давай вот просто рассмотрим. Эта версия гуляет по интернету, но я ее никогда не признавал. А что, если это договоренная, короче, вот этот конфликт? Вот мы теперь сейчас скинем вот это, потом баллистическую, а потом вот там, а потом мы сделаем паузу, типа договариваемся, а потом вот это. Ну, ты понял, логическая цепочка вот такая. И вот эта версия мухает, давай рассмотрим. Вполне, но это если бы администрация была не уходящей, а уходящей администрации моей, которой там 1,5 месяца осталось, зачем мне какие-то чего-то договаривать, потом по башке тухру моей, то есть ты только что отдаешь все полномочия, и тебе отвечать за много что. Я просто даже думаю, и разрешение, вот я могу тебе контур теорию, зачем вот уходя, они на зло царь и разрешение, или Путин, и что ущерб царь, Путину просто выставили, лохом просто, полудурком они выставили Путин. Просто уходя раз, это моментально царь, и договорняк, генерал, собой приближенный Путиным обуш. Там какой-то ленинградский, как раз какой-то командующий, и договорняк мог быть вот такой, мне кажется. Уходя, вот эта администрация демократов, вот все эти, которые под суд пойдут скоро, если Трамп действительно там в силе будет, то уходя, они решили, а давай мы с Россией войну затеем, спровоцируем и вот этим делом. И, короче, если в Америке выборы пост президента Намацалой, хотя у них может быть выбор уже до выборов дадишь, да, царь, тоже можно такую версию там спекулировать. Кстати, вот речь о Путине сам выйдет, анализируя его слова, можно прийти к интересному мнению. Вы вот уже массу штук Ираки, чат британский, как они называются? Альберт, ты даже наверняка знаешь уже, много раз, наверное, слышал, да? Я слушаю. Да, как они называются? Кто тут многие, наверное, знают, вы уже оскомин наел, мы все уже слышим эту ракету Storm, как она называется? Уже все эти украинские новости уже пропели. Storm Shadow, цара. Да, есть такая Storm Shadow, Хазаусу. Ну, я не знаю, уже новостью раз 500, наверное, если не 1000. Storm Shadow, везде говорят, на каждом углу Storm Shadow, скальп по-французски Storm Shadow, скальп по-французски Ючу, да, именно Ючу, Тесла, без права. Ну, Тесла, согласись. Это всего лишь детали. Это всего лишь детали. Важной деталью, от этой детали я тебе сейчас покажу, что происходит. То есть там и Storm Shadow, Ючу. Путино, Хуэйлер Хайшн, Storm Shadow. То есть вот эти слухи, что Путин не смотрит интернет, ничего не делает, не читает, он только красные папки докладов получает, написанные. Поэтому написанные, он неправильно ударение. То есть он только видел написанные слова Storm Shadow и сам же ударение поставил и вещи. А вот так снаружи он никогда не слышал названия этой ракеты. То есть ни в интернете, ни в Ютубе, нигде.
В смысле, ты делаешь вывод из того, что он говорит это неправильно выговаривает, да? Он неправильно это говорит, потому что он получает информацию от Субаха, что я теперь вижу подтверждение, что он получает такие папки докладов. То есть ему докладывает вот это и дуй-бош, короче. И в этих же папках там обломки упали. То есть у нас крутая ракета, они все шуганулись. Короче, виртуальный, воображаемый мир Чаука из-за этих докладов. То есть он же может просто телефон заказать и войти в YouTube и все, короче, узнать, короче, увидеть кучу FPV-дронов, которые гоняются за русскими, как их штабелями ложат там по посадкам, короче. Он все это может увидеть. А проблема эти Storm Shadow, ракетчи, названия, как они, эти Storm Shadow бьют по этой усадьбе, убивают этих тоже гушадусов. Но он говорит, у меня ракеты Storm Shadow. То есть он только видел вот написанное, чем доклад. Это правда, значит, он получает папочки красные, там, листки отпечатаны на принтере, он их читает, там это приносит, он читает. Крутой и уша типа я не интернетный человек, я там, ну, у меня только исключительно предназначенная для президента, короче, суперсекретная информация, да я только ей пользуюсь, а на самом деле лоху разводить, которые лизоблюдчи, коррупционерши, эти коррупционеры лизоблюды ему подсовывают, короче, виртуальную реальность, где он там Запад шуганулся, где обломки падают на склады. Тесла, смотри, ты можешь бесконечно это говорить, в смысле, это с уважением говорю, потому что у тебя очень много... А с Кубога возникла мысль, вот в этой всей этой паутине, вот это хаоса, у нас какие шансы вообще, даже не то чтобы независимость там или чего-то, а просто даже какой-то голос подать. Какой смысл? Нет, что нас соучастниками делают, мы уже это разобрали. Вы верблюд, нам надо доказывать, что мы не верблюд. А мы не собираемся, похоже. Вот, не верблюд в первую очередь, да? Да, конечно. Не, верблюд, да, просто Адам Дуэй, обычные, светские какие-то там люди, какое-то племя, народ. Даже в этом случае нам крайне тяжело заявить о себе в контексте происходящей вот этого хаоса вот этого. Нет, если бы мы были Ахмабар светскими этим, то не то, что заявить, мы вообще-то независимым государстве в своем жили бы, Альберт, если бы такие были. Это wishful thinking будет. Это бессмысленно рассматривать даже. Как будем такими, так и будем. Причем нам недостаточно сейчас стать Ахмабар светскими и такими. Нам еще надо доказать им, что мы такие. Потому что они нас такими не видят. Они все еще будут видеть нас этими исламскими радикалами и пособниками Путина. То есть у нас нам даже не от одного отмываться надо имиджа, а от двух имиджей. То есть они, которые уже все приелись, в мозг вложились, там уже, не знаю, синаптические связи какие-то в голове сложились, уже устойчивые, переписывать, новые свежие записи, чтобы они случайно не стерлись там из головы уже 1000 раз повторить через медиа, что мы исламские радикалы и пособники Путина. Угу. Я как раз я тебя подводил вот к этому выводу. И Мадуй, и Шадык. Если вот взять изначально вот это вот, задать параметры, вот как в программе бывает, да, вот программа, ну, ты миллион тысяч раз знаешь лучше меня, ты задаешь изначальные характеристики, вот исходя из этого будет какой-то результат. А мы вот какие? У нас какие изначальные характеристики? Мы хотим шариат, мы хотим демократию, мы хотим и то, и другое. Сначала, чтобы к какому-то результату прийти, надо определиться изначальными характеристиками. Вот давай вот как-то вот оттуда начинать вот как-то что-то делать. Может, я неправильно сформулирую, я на бумаге это у меня лучше получается, вот голосом мне получается не совсем это внятно. Вполне понятно, Альберт, о чем ты говоришь, очень даже все ясно, не справа.
И, ну и вот я сказал, вот сделайте какое-то предложение насчет этого. То есть мы должны осознать сами, что никто кроме нас, Бога. Программа в партиях, Илья, что мы хотим, выложена. Там все Народа будет должна быть написано. программа, что они хотят. По партии хотел, что не играет здесь значения. Не их сознание менять есть, потому что наши проблемы возникли из-за того, что камни сознание поменять. И вход в эту дверь, вернее, выход такой же, откуда и вошел, то есть в ту же самую дверь. Другого там нету. Я имею в виду, для кого мы это должны разъяснять, для кого мы должны показать, кому там. Если мы хотим Западу показать, что мы хотим, там нужна программа партии. Если мы хотим народу, мы и так это народу разъясняем. Западной партии, говорю, как если за нами будет стоять народ, то есть нас поддерживать будет народ, критическая какая-то масса. Пока мы какое-то количество, пусть и сотни людей, это не играет большого значения. Ну, и значит, Бог побез от этого не знает, что мы должны работать. То есть дорогу осилит идущий Олг. Но пока поддержка народа нужна. Не густо, Барри, Тесла. Да, пока не густо. Осознавание того, что происходит, приходит медленно, со скрипом, как несмазанная шестерня проворачивается. Хоть и не густо, ты же с первых дней в этой партии. А вот есть разница с начала и вот на сегодняшнее настоящее время. Не густо Эйлар Стоикс, какая-то... В начале вот, да, процесс тогда идет и пойдет дальше еще лучше, да. Да, надеемся на лучшее, готовимся к лучшему. Не в том плане, что, допустим, если сравнивать, да, с тем начальным временем и сейчас, то наблюдается, в принципе, позитивная картина изменений, да, люди больше говорят о своей конституции в любом случае, люди говорят, больше свободно изъясняются насчет этого. Да, это я из личного интереса спросила. Нет сомнения, какой-то самый первый самболшный шпац, их мы подтянули, в смысле не физически, не партию, а имеется в виду скажем так, саппортеров, сочувствующих сторонников автоматически дали. Заинтересовали, да, в общем? Да. Нет больше стыдмоваться. Мы там туда-сюда бродили по какому-то плацу или, я не знаю, по какому-то поляне. Эти туда пошли, эти три сосны, эти сюда. А гушта век военхухила даже. То есть все готовились к шариату, к смерти, то есть точно описать. К переходу в другой мир все готовились, и очереди стояли в ушах, короче. Мы тут подошли, эту очередь, совпал бушин хозяин, короче, там, может, Дуля вас ждет. Давайте на месте тут решать проблемы, иначе мы реально туда все отправимся. Бурление масс, конечно же, вызвали, я это не отрицаю. Просто это, чтобы продолжение было, должно оно уже как-то нужно вектор идти еще, чтобы пользу какую-то принесло в следующем этапе, скажем так. Первый этап мы ударились о некоторые наши граничные возможности, а потолок ударились, скажем так. Лейла, ты видишь позитивные какие-то изменения, движения с началом нашей работы? Вижу, потому что даже по этим, которые, помните, вначале еще заходили и матерились очень многие проклятия посылали. Ну, даже на этот момент, если даже учитывать. Ну, а так, конечно, вижу я тоже. Да, это, конечно, яркий показатель. В любом случае, что меня радует, как минимум, это то, что говорят больше и больше в нашей Конституции. Законы,
خلال شو конституции يحيخوا بول بالنخ صون إذا دقوا مخيط صون داس Инакомыслие сейчас, по крайней мере, не такая дикость, как в самом начале. Толерантность есть все-таки, толерантность к иному, Это новому. было то, что вот снятие табу, говорить о чем-то, это была одна из первых главная задача. пунктов. Да. И очень четко мы его добились, буквально за какие-то пару лет. Ну, скажем так, его сняли в интернете, Альберт, я не согласен с тобой. Снаружи его как бы не сняли. Табу сейчас сохраняется, да, Тесла? Да, табу действует как бы в реальном мире, а вот в пространстве интернета оно действительно разрушено. Да, но в реальном... согласись, но все равно результат есть, Тесла, по-любому, там ты не можешь исключать. Исключать даю вариант, я все равно по-любому результат достигнут. Результат, как он показывает себя? Мы сейчас об этом говорим, это уже результат. А 3 года назад даже заикнуться об этом нельзя было. Настолько это было... Да, мы говорим в интернете, это понятно. Интернет в реальности. Все равно. Просто я хочу сказать, что вот это табу будет сейчас при помощи властей навязываться и охраняться от посягательств. То есть раска айдалды по цуцу, короче, и табу яц. Информационно блокировать будут, да, Тесла имеешь в виду? Нет, они будут религиозно критикция идти, или светские нахцах или идти под репрессии шьются. То есть в реальность выйти до этого и нарушение табуирования тем, дальше как и коррупция. То есть сотрудников ППС по-прежнему будет загонять на ламаз, мечети будут по-прежнему строить, там всякие вот эти хутбы и проповеди по телевизору, все эти чиновники от низа до самого верха будут прикрываться исламом. То есть все это будет уже на государственном уровне табу. Если оно в 90-х там было путем использования небольших сил вот этих мул, разбросанные каждый там по 2 штуки на нашу деревню, на наше село, и царь площади, чтобы легко было ломануть тогда. Сейчас оно государственное это использует. То есть халиф табу. Поэтому из интернета ему выйти тут тяжело будет. И пока политические изменения не случаются. Такие вроде бы... У меня возникла одна такая идея, вопрос такая. Вот, да, короче, опросник такой сделать, опрос такой. И сейчас мы онлайн это сделаем. А ты хотел бы быть падишахом? Ну, в плане того, чтобы, управлять людьми, контролировать их идеи, контролировать их насильно. Ударил, в смысле, он хаелек есть, короче, вот тебе вот просто отдали, ты хотел бы это принять? Это вопрос, не знаю, не вижу особого смысла. Это все равно спросить, что дьявол, резу, хватит, типа такого. Это не будет восприниматься как, не знаю, нечто политическое. С политикой, я сам, может, я неправильно выразил, ведь сам нахбуй, вот конкретно им предлагают, гради, ахчардун, дальше хардун, власть хардун, нахан, короче, хайлук ди, дуа хайлах, та'азыр ди,
Ала, путать и городи, вожади. И что, предложение шло цыгах, короче, и так молчали. Отказло, лукара, и лоцис. Вот в этом плане, я говорю, вот представь, вот тебе дают власть, вот власть по куду, безнаказанное унижение и других каких-то там существ. Мне предложили, я бы не смог бы даже это сделать. Ну, как бы, ну, по своему там, по своей конституции, как бы, я, как бы. Как, я просто хочу проанализировать, почему дома эти люди соглашаются на это. Вот так. Я пытаюсь проанализировать, у меня никак не получается найти какое-то логическое объяснение этого. И А вот меня мучает, знаешь, какой вопрос постоянно? Это вот эта вот тенденция, что в нашем чеченском обществе нет ни одной демократически направленной какой-то политической организации. Что это вот значит? Почему именно этого не хватает? Именно этого никто не спонсирует и так далее. Почему все вот эти вот стороны, которые сейчас существуют, так называемые политические стороны, у них практически, в принципе, одна и та же линия. Особых различий нету. Называть мы не будем сейчас их каждую. Я думаю, понятно, о ком речь. Это потому, что религию политизировали. Так она становится конкурентом. То есть ты должен уже выбирать. Если раньше ты мог выбрать демократию, а религию как в частном порядке себе использовать, то после политизации религия становится конкурентом демократии. Как ты будешь в пользу демократии наносить ущерб политическому исламу? Ты не мог как религии предавать. Тесла, значит, выходит из твоих слов, что это не закономерность, то есть, что это не организованность, а какая-то закономерность в нашем обществе. Правильно я понимаю? Да, как только ислам стал политизированный, то все остальные конкуренты, которые мы должны были на политическом быть, автоматически растворяются, испаряются, как в этой Ламайс Маалар. Демократы тут же испаряются, чтобы уступить место политизированному исламу. Ты же не можешь политизированный ислам предавать в пользу какой-то кефирской демократии. Тесла, а если взять вот проводимую работу, вот просто как бы новости на английском языке от ЧДП, да, англоязычное мои духовое общество, да, в Европе, для них воздействует выпускать новости каждый день, вы выпускаете, что новости сейчас на английском языке, вы куда проводите, что я переводите на английский язык и английским языком зачитывать ешь, и новость печатать ешь и зачитывать ешь, показать этому мировому сообществу, есть и демократический начать партии, да, чтобы... Что мы тут, не знаю, 20-30 человек или 50 человек в дуэль. Ну, вы веришь, по-любому на английский язык переходить. Я-то потихоньку в этом направлении двигаюсь. Но так недостаточно. Нужно много людей это должны делать. Думаю, но пока что в Западе контакты, Белхах, короче, а кто с вами, какая критическая масса? И тот же самый вопрос возникает. Это критические массы есть. Но как мы можем провести опрос, например, в Чечне мы не можем провести даже опрос, потому что у людей, которые в телефоне, кто-то выходит, слушает, даже их будут гнобить, будут наказывать, будут отправлять на фронт, будет грубо так сказать. Нет, у нас же половина населения в Европе. Он такой, что мы же не шьем. Вот решка, я духар, что их нельзя сам делать. То есть, ищем бать свои демократии через нас от Запада. То есть, вы хитцела, я говорю, что мы массу, что у них точку невозврата, пройти один, helping am the way. То есть мы когда говорим, на это с нами получится, то с нами случится. Нет, ребята, это все уже случилось. Уже как бы случилось. Это не случится, а случилось с нами. Еще Игили, Дахижушен случилось. Еще Кварт Абакшан, Французии случилось. Еще это уже случилось.
То есть мы Вот как там бы... помощь Полностью оказать, согласен. Яль, мы можем попросить, чтобы оказал ей помощь, да? Ну, Европарламент мог бы В оказать чем, помощь. в чем где Леха, исламизация? Хотя бы Леха, провести. худу хаешно у проблеме. Мы не признаем свою ситуацию. Ой, ситуация, мою позиции. Вот то, что не позиция, а ситуация именно. У нас конкретная проблемная ситуация. И мы должны ее вот признать, проанализировать и принять. И вот когда вот от этого начнем дальше действовать, ой, ну так, мелочь, мы хотим вот это. Но мы вот не признаем свои ошибки. Давайте Ну как не признаем. признаем, мы об этом говорим, как мы не признаем ошибки. Вы добьются, Мы Леха, признали ошибки, не мы об смотри к этом нам. говорим, чтобы Леха, нам Я нужна помощь, чтобы не этим совсем людям понял, разъяснять. не совсем понял. Вейца дюйца не своди к узкой группе людей это все. Он именно камбюш дуй. И камдуй, и мадуйцан, дагай ештек тадели не истуй идеации. Вы бьют Ватсон, мы ни при чем. Да, конечно, ты правильно понял. Я имею в виду, Годиер, да, смятие, проблем, Хирил, у нас который это проблема, и для вас эта проблема будет больше. Объяснять. Ответственной голове француза радоваться, дешь благо, колкометр, мажнищен вилш, 90% нахан года 10. Я бы не стал. А у нас же... И можно ждать, года садиться, да. Иду по сим Нормальных людей. Для этого нужна для того, чтобы можно яйца. Иду Каспик Алекс, Запад не обязан и не будет нам помогать деисламизировать чеченский народ. Не будет. Это наша проблема. Однозначно не будет. Вообще им балабаться. Только мы должны заботиться. Веры нет у них, у нас, после всего. Баламбартия. У нас же есть одно крыло отколовшиеся демократов. Демократы тоже, которые решили выйти на англоязычные источники. Интересно, как у них дела. Да, разница, кто бы не выходил куда, и с чем выйти до себя, короче. Воякам как бы вылечиться, да, мы с больным сумасшедшим пациентом, который рвется кому-то отрезать голову, приходим к ним с этим, говорим, вот нам помогите нам, у нас вот так, короче. Продайте нам веревку, на которую мы вас же и повесим. Ленинцы или буржуи продадут нам веревку, на которых мы их повесим, короче. И санна, недорогие люди. Первая фаза, мы меняемся сами. Вторая, или хотя бы значительная критическая масса освещена. Вторая фаза, мы идем и убеждаем их, что мы поменялись, и с нами можно вести нормально это. Все. И шифазия, ты можешь хоть, я не знаю, в космос полететь, на Луну вернуться на Землю, они не поменяются в своей последовательности. Тесла, вот ты четко все сформулировал. Ой, хвата, ой, хуата. Ой, мы сейчас вот мы наблюдаем, да, вот там, милуйся, Джамбула, Сулейманов, Цыган выступает, и Эдгар выступает, Закая выступает, там выступает, там выступает. Это вообще никакого значения не имеет. Они очень четко, весь мир понимает наше положение. Нам даже не надо об этом говорить и рассказывать. Они лучше нас это знают. И вот это вот их потуги, вот, то есть наши вот потуги, наших людей, потуги, вот эти монтышьячи, короче, это только усугубляет ситуацию. Это смешно со стороны смотрится. Они смеются. Вот почему? Потому что нету у нас вот этого. У нас не та ситуация, которая может мир поддержать. Это же все бизнес. Короче. Но документы надо подготавливать. Да, работу надо продолжать вне зависимости от того, то есть наше дело работать, а результат
На мой взгляд, то, что сейчас сказал Леха, как бы работе в англоязычном пространстве, усилиться в этом направлении, это, конечно же, тоже актуально всегда у нас, потому что, как мы видим, альтернатив нам, как партии демократического направления, тоже никаких я не вижу, пока не наблюдается. Там так маломальски какие-то возникают персоны, личности, какие-то группы, но так, в принципе, как политическая сторона, пока в этом направлении вот так вот. По-английскому в любой чмотах голосно говорят, любая инициатива только приветствуется. Да? Если у кого какая-то есть идея, есть возможность ее осуществить, мы будем только поддерживать, и как бы мой, да, только содействовать всему этому процессу. Да? Вот то, что мы вот сейчас делаем, то, что на что хватает пока наших ресурсов, то мы по максимуму стараемся делать. Если есть какие-то альтернативные, возможности, люди, которые могут тоже как-то содействовать, будем только рады, да, что я помял, да, что. То, что сейчас вот это вот чат или канал существует, это он существует на энтузиазме нескольких людей. Если к нам, услышав нас, подключится хотя бы пару человек, чтобы снять с нас какую-то нагрузку с этого, мы будем только это приветствовать. Сейчас ночь, ла, что скажем, триггер нагрузки, там, мы там действительно нагрузки уклон. Потому что один работает, другой там еще чем-то занят. Мы занимаемся практически волонтерской деятельностью. Если кто-то, пару человек даже подключится, вы снимете с нас хотя бы 10-20% нагрузки. Это Да. не для нас, это не для нас, а для вас, для тебя, для его, для твоей жены, для твоих детей, для твоих внуков. Кто есть. Я так вообще не понимаю, что я тут делаю. Почему я тут В 2004 году, когда Ющенко шел к власти, я со Свободой, партия Свободы, я с Украины, мы с нами встречались дипломатические работники, встречались европейских стран, я не буду говорить каких, и затронули вопрос, какая помощь нужна. Да? Мы им объяснили, что нам нужно три пункта там, помощи нужно. Помощь, чтобы служба безпеки не вмешивалась в дела, наоборот, оставила в покое. Да? Второе, там, помочь информационно. И третье, помочь финансово, чтобы мы могли развернуть работу по донесению до народа, что мы хотим, куда мы идем, да, информационное, да, доносить до народа. Они помогли, финансово помогли. Службу безпеки дали команду, чтобы они не лезли в никакие дела политические. И закаю цану волны голга ватс за пресс-секретарь. И то фамилию вы рада должен. Албако Вацари. Албако. Це ви рада? Шамиль Вацари. Шамиль Албако. Акадица Уалвецу. Леха, что пример к нам не подходит, потому что у вас там в рядах не было отрезателей голов, там, кефиш, Да не в том, отрезатели, да, мы же не просто для себя, для партии, а для шмонацерей. Донесение до народа, да, информацию. Мы должны донести до народа, расшевелить этот народ, бородачей, чтобы они убрали бороды, правильно, грубо, да? Масу аур, болба бешбац, и дин аур бабеш, мы партийные, худогер, что, к чему идем мы, доносить о Конституции, чтобы политически делать грамотными людей. И болбац, об этом попроси помощь, там не нужно больших там денег, они тебе не дадут, но да, по крайней мере, чтобы с этими людьми работать, помощь могут оказать. Европарламент может оказать помощь.
там это небольшие там деньги, это чтобы могли, они помогли купить отдельно квартиру, на этой квартире печатать, проводить работу, через интернет проводить работу. Что 2004 год. украинские партии, Ера? Ера. Ну все. Вы знаете, если вы в даже курсе, будете отвергать, можете, но они могут помочь. Для них это небольшие деньги, там, помочь в этом вопросе. Да? Можно было какую-то зарплату найти людей, которые будут это зачитывать, просто читать. Заинтересовывать людей не просто так, чтобы там сидел за свое время тратил, чтобы какую-то зарплату получил, худо-бедную. Люхак уже много раз выходили. Репутацию. Много раз. Репутация Бош. Сам метод, да, что нам еще на 30 лет надо. 30 лет надо будет раскачивать это дело. Вы аж мы не сидим, мы пытаемся как раз таки вылечить этот народ или какую-то значительную часть. Аж тогда мы тут не сидели. Раски Абяхкамболи сега. Сразу им там и помощь оказывается, и документальная помощь, и финансовая помощь им оказывается. Хорошие, я имею в виду, кавычка, хорошие русские. Только шариатом не угрожают, наверное, никому шариатом не угрожают. Они не просто шариат, они всему миру угрожают. Это те же хуже даже Путина. Эти хорошие русские хуже Путина. Совершенно верно. Не, из-за сутью чуха, речь идет о медийно созданной. Это в мире медийно созданном. Сега, короче, игилоиды, не можете никак 5000 игилоидов, их вычеркнуть у них из головы. Объяснять им 5000, почему они получилось, что их смогли отправить в Сирию 5000. Потому что никакая работа не велась. Мы только понимаем, что там, если велась какая-то присланные агенты, даже с агентами их спецслужбы не работают. Засланные агенты, двойные агенты, которые из России хабахкит нам будешь, они с удостоверениями. И здесь мы будем вам помогать. В этом вопросе помогать информационно, помогать, разъяснять, кто из них работает, на кого работает. Они что же языка не знают, но к чему бацаешь, получается, даже их спецслужбам внедренный шейработник, чтобы квест был, белый бусига, навалом. Я объясняю, там, служба беспеки, как КГФСБ, в России, они смогли когда сказали по пунктам, из этого зашло дальше. Они смогли там, службу беспеки, они отодвинули. Дипломат, Монош, получается. Они отодвинули, что они никуда не лезли, ни в правую сторону, ни в левую сторону не лезли. Ты говоришь как бы теоретически, если ты сам не пробовал выходить на западные идти, на партии, на людей, на организации, если ты сам не против, не выходил, то теоретически, он говорит, что у меня были практические встречи. И опыт практически этого провала. Донести надо было до них, что в чем мы хотим. Да? Что я хороший, пушистый, Ибраим хороший, пушистый, а я донес, а дальше? А дальше что мы хотим получать? По пунктам работать здесь, работать с этими, работать с теми, работать с этими, выявлять этих агентов, которые работают на выявлять их. Которые эту работу ведут здесь, активно ведут в Европе эту работу. Даже где, по крайней мере, я говорю, опыт показывает 2004 года. Давайте предлагать предложение, в смысле, потому что поддерживать инициативу. Да, инициатива наказуема, но давайте поддерживать ее все-таки. Предложите, допустим, по пунктам, хотя бы 3 пункта. Кардадис, ой, телоцер, да, сам, хожор дуэй. Как ты видишь эту ситуацию?
В любом случае, каждый от себя что-то должен хотя бы комментарий писать, приносить хотя бы какую-то пользу, потому что тут, как известно, в интернет-пространстве все зависит от количества просмотров, я не знаю, там, комментариев. Поэтому даже будучи как бы не какой-то там группе, каждый отдельно может от себя какую-то лепту вносить. Наушник дичаны, горочу и задаваем дохом. Ибраим, микрохол где-то заморозился, чего уж молодцы. На встречу вечу шабарца там, писал он там. Тебя хрена второй-то. Понятно. Да. В Белом доме Хивелей с Трампом встречался. Шучу. Тесла. Нарушил. Ну, хотя бы давай минут 10 отвлечем аудиторию. Смотри, у меня вот, короче, вот такая мысли такие. Смотри, если как здесь сформулировать? Смотри, вот, допустим, вот два человека существуют, о которых говорит религия, да, там Адам и Ева. И они, допустим, решили решили не продолжать дальше род, то есть не съесть яблоко. В таком случае, вот это вот, если допустить в эту ситуацию, то получается ад, который описывается в разных религиях, он полностью, ну, вообще абсолютно прекращает свою... Его нет. Ад он нелогичен. И что ли есть? К чему ты это ведешь? Тогда и жизнь нелогична, людей не было тогда. Ну, я ни к чему не веду, я просто говорю, если, смотри, вот изначально Адам и Ева сидели где-то в раю, и они решили, допустим, некоторые заявляют, что у них есть свобода воли. Если есть свобода воли, они, значит, размышляют. Если они размышляют, получается, что они логически размышляют. И они приходят к выводу, что лучше было бы, чем пусть наше поколение будет страдать, лучше мы это потомство не будем воспроизводить. Ну и получается, что как бы понятие ада, ад есть, который вот от понятия ада, он как бы исключается. Так, поддержите его кто-нибудь. Я все-таки технарь. Мне нужна логика. Тогда бы и жизни не было, Бог оставь. Не то, что ада там, в аду там гореть нечем, и жизни не было бы, если бы не отказались бы скушать яблоко, Адам и Ева там. И тогда и людей не было бы. Смысл. Ну, таков был план. Кого жарить в аду тогда? Таков был план. Альберт, давай другую тему. Ад это неинтересно. Не, я могу продолжить, но вы еще и готовы. Люди не хотят про ад слушать, это негативное. Мы вызываем негативную реакцию у зрителей при упоминании ада. Давай позитивное что-то. Не, просто я хочу вывод из моей этой концепции.
и логической цепочки получается, что от понимания ада, само понятие ада, оно не существует, оно вообще нету его. Оно Согласен. нелогично и нету его вообще никак. Вообще никаких измерениях. Да, с точки зрения детерминизма, с точки зрения какого-то логического смысла, все это не играет никакого, абсолютно не имеет смысла. Откуда нету Аллаха, нету Адама. Не было бы людей на земле, вот если бы они не скушали бы яблоко. Чем вообще яблоко создавать? С какой целью? Провокации мои. Юда. Это как у этих зэков. Шаг влево, шаг вправо, побег у НКВД. Шаг на месте, провокация. То есть хочешь, не хочешь. Шаг на месте и прыжок, провокация, да? Шаг на месте, это ты провоцируешь охранника, конечно, стрелять. Шаг вправо, шаг влево, стреляет. Шаг на месте, провоцирует. Если вам нечего обсуждать, тут два вопроса. Два человека предложили один и тот же вопрос. Тема «Сколько было стукачей во время войн?» В смысле, в какой войны и где? Ну, наших войн. Не знаю, имеет ли смысл такая статистика? Ну, по рассказам, что 40 тысяч папок было на Чечню. Это 40 тысяч человек, правильно? Они в работе были. Леха, я дочитаю этот вопрос коротко. Как бороться с самым позорным слоем общества, доносчиками, стукачами? Что это? Способ заработка, средство выживания или просто состояние души? Есть ли сведения о таких людях, есть ли сведения о последствиях их работы? Нет никакой проблемы стукачей, надуманных. Это русское зоновское понятие. Стукач там. Стукач-бог – это человек, который сообщил властям какую-то информацию. Поскольку у нас власти оккупационные всегда были, то есть русские, человек, который русским оккупационным властям что-то сообщает, автоматически риски негативные. Когда же у нас свои власти, то стукач – это человек, который предотвращает преступления. То есть, если кто-то что-то украл, убил, зарезал, не знаю, отобрал, то из информации власть считает, что зло бывает наказано. То есть это борьба со злом на самом деле, сообщить о преступлениях своей власти. В том дело, эти понятия стукач, там это оно из зоны раскошь, они в голову нам били, потому что они забирали наших людей в свои зоны. И они приходили вот с этими понятиями оттуда, как с этим исламским багажом приходят люди, которых отправляют в это, не знаю, в Египет, там, в Саудию, Хабоб, уж такой же. Вот такой же кварча, стукач, какие-то там, не знаю, дурацкие эти понятия. Какие еще стукачи? Это же, бред мой. В зоне стукачи, потому что и стукачи бог, и хума распространяет вот эти блатные, чтобы держать вот этих не блатных, чтобы они их не закладывали. Потому что если они будут властям, начальнику тюрьмы их закладывать, то им не удастся сохранить систему подавления своих этих камерах, своих этих шейхуш. Они делают это нечто позорным и выставляют, чтобы у них не создавало блокирование ум, короче. То есть это все зоновские вещи. В любом государстве человек, который властям сообщает о преступлении, то он предотвращает следующую цепь таких преступлений, то есть спасает жизни чьи-то, не знаю, чьи-то кошельки, чьи-то вот это. То есть понятие стукач, я не знаю, стукачество повязано, да, стукач, сапельча. У нас проблема не стукачей, а другая проблема, о которой мы не хотим говорить. И проблема, стукачи проблема. Кстати, стукачи с этой проблемой как раз связаны. Реальные стукачи. Ну, может, не было стукачей, а были такие завербованные люди, которым угрожали чем-то. Вот.
Это одно, радует, что не было стукачей. И второй, еще один вопрос, который меня тоже интересует лично. Вот я его зачитаю сейчас. Какие мы можем предпринять шаги для объединения чеченского общества? Что нам мешает быть единым народом? Ну, это слишком... Мы уже оскомину набили, сообщая им, что нам мешает. Я больше не вижу помех. Так, Ибрагима все еще нету. Видимо, гуляние затянулось до вечера, до самой ночи. Это вопросы как бы правильные, но я не знаю, но они даже слишком приземленные. Все уже зрителям давно уже все поняли, что нам мешает и что нужно делать. Но пока практически к этому приступить То есть проблема в этом. Воплотить в жизнь. Признать свой диагноз, вот и первые шаги, вот свой яйцами, вот и уж бацнах. Без признания диагноза к лечению приступить не удастся. Там мы и остановились. Блок QA. Мы находимся перед блоком. Пауз Махрит. Да, признать это важно, чтобы двигаться дальше. А у слушателей, может, есть вопросы? Хаттер шло. Интересные вопросы, порождают интересные ответы. Поднимать руки. Очень интересные вопросы порождают, но еще более интересные ответы. Да, похоже. Тесла, зря ты проигнорировал этот очень важный вопрос насчет стукачей. Ты говоришь, что это, ты как-то не очень важно это затереть вина, а вот эти вот мелкие стукачи, сидящие, записывающие, они работают точечно. И мелко застучать them, шантажом мелким, на этом мелком шантаже именно и держится все это. Понятие стукач разоблачать. А бишь коллаборантшему. То есть на оккупационную власть волбишь на вышку. Так там несколько коллаборантов, которые сидят на зарплате. А да, есть еще те, кто занимается от себятиной, Тесла. Сейчас садохком до богш, аж могуш, что они спасают что-то чеченское богш, они сидят. Ну и что, свободный художник. Да, сажим свободный, да, духля, сажим категорически мало. Нормально, да, ничего, она не агрессивно говорит. Не, вот чтобы какой всегда будут какие-то люди, которые будут гадить всем, короче, это их призвание. Но понятию стукач, государство наше разрушает, и что сумман отношения иметь к шумдации, это не входит в это пределы моей силы какой-то. Зороса на пределы моего круга. Роберт, а в чем ты увидел агрессию Ас-Эльчин? Я ничего не поняла. Он дождь неправильно интерпретирует. Он подумал, что ты на меня наезжаешь, наверное. Marshall Sergey Larams. Вошел, да, хорошо. Маршвол, Фридом, сколько лет, сколько зим, где пропадал? Хотя Делир не в этом чате, Делир Маршал, das del muss dik del dik uit heel zo del als del zo. Шут цехен ля от YouTube чуаш, гладуш там кулачки держал, ты ишта. Кулачки.
Да, Олзуну, чтобы сагать дяш улар, да, сидел, да, алш дальше. Уай паймар, все-таки гуч вела, гуч того, саи иза, сагат дойчин. И что вist, что ваша ветер, да, Тесла, посланник науки, хатер дайта и баллистический герздаций, туандал ацари, орешка, орешник, и там чисто рассчитана вот эта акция на чисто на внутреннее быдло алхитион. Сун ищет и просто, мне твое мнение интересно. Нет, я не думаю, что на внутреннее рассчитано. Хотя, ну, частично можно, но скорее всего это на Европу приешь. На Европу это рассчитано. Да, что, ну, на внутреннее, что там надо. Типа, со кичу, дальше водох Европе, двух. И именно 6 тысяч миль, то есть до Америки она не достает. Разве что нет, Северного полюса, по-моему, не достанет. Хотя нет, не факт. Северного полюса может достать там что-то. В том дело, это как бы это Европе предупреждение. Дальше, и тюахаша европейский ракет, английский. Storm Shadow, из этого Путин, Друганыш, корейский, генерал, это была сразу же ответка типа перед Ким Чен Ином тоже хархорится да, Мадьези, короче, я эту Европу, Запад этих капиталистов напугал, видишь, друг Ким Чин, короче, сон халха, короче, да. Серьезно, цахумди американский, например. Корабль детух, я американский самолет сбит. Испугался Трампа, короче, Цухуман рейс хедвац. Так что делать? Какие еще? Ядеркой пульнуть по Украине тоже нельзя. Ну, так наспех, короче, баланк щупаешься и типа по Днепру ты по на шеша раструбить, ну, Европу напугать. Что им частично удалось, кстати. Украинцы вообще не отреагировали. Украинцы, правда, и заседания этой Думы Рады свои не стали делать из-за этой опасности и просят сейчас таадбо, что комплекс не только юктыши не река Байдену Ирану ракет смотрят. И таад этот таад может без проблем этот орешник сбивать Украину или Европу прикрывать. Это специально сделанный комплекс для защиты от этих баллистических ракет средней дальности. Южная Корея, кстати, тоже стоит там. Ким Чен Ын ракеты сбивает. И дорогой мир, правда, нам страшно дорогой. Я сам просто чисто могу объяснить лидера. И внутренний потребитель, вы все-таки пенсионеры, преобладающее количество вот так, отупеть населения в основной массе отупеть денью так цен дагает то что вы мелч оду вы гар дало и что дало вы просто обхаждар и что я хочу дигна вы долдел. Но мы можем вот так вот сделать что за 10 мехов и его жибо сахвалиться хвастаться дешево что он дырцу. По Киеву ту гормецу так шейчан говорит, по какому-то Днепру не будет российский пенсионер этим впечатлен. По натовский салтицы. В самом начале этого конфликта, вернее, оккупации и нападения на Украину русней, они, кстати, очень наглую вещь совершили. Просто такие из ряда вон выходящие. Генцарь, Трампу, какой просто не спустит. Они в Черном море сбили самолет натовский, румынский, по-моему. Потом и летчик подобрать ее. Что вертолет, да, тоже натовский. Его сбили. И НАТО промолчала, зная, что газ не хуже. Дальше вот вторая армия мира, 3 дня сейчас они Украину захватят. То есть вот все еще степень была их страха и уважения перед путинской Русней можно сравнить тогдашнюю и теперешнюю. А теперь он не посмел ничего натовское в отместку сбить. Мы мог же там, не знаю,
английский, британский какой-то корабль, не знаю, попытаться, или самолет британский, я не знаю, способ, хермаются, не совсем уже там система сгнила. Но он ответки боится. А тогда не боялся ответки. Тогда он все еще находился в этом придуманном мире розовых слонов своих, боевых розовых слонов. Даже по Киеву, он рядом ночью. Вот почему он по Киеву не пульнул, 6 тысяч километров, видишь, ракеты, не стирали, это 800 километров, почему он по Киеву не это предупреждение не сделал, как ты думаешь? Очевидный ответ, дохон. Само Бог еще имел дальнобойное оружие, Бог еще догадает инхиздукцию подальше, да? Нет, он подальше от Пехотцу, как раз поближе к Пехотцу. 6 тысяч километров. Днепр Шутионцу, потому что там слабое ПВО. Киеве он не стал, потому что там сильное ПВО. Я понимаешь, что Киеве, хотя там тадов нету, но там есть вот этот, как худо-бедный, вот этот патриот, противоракетный, ракетчик, который там Искандер сбивает, там это, и Ютиги. Так что я вот 90-х годов еще старый, 80-х годов патриоту, то есть он даже не рискнул, он как бы думает, они бы, может быть, пробило бы оборону, потому что все-таки патриот не заточен, короче, средней дальности ракеты сбивать. Но а вдруг он сбил бы? И тогда Aegis, короче, он может не сбить. Но они не стали даже рисковать. То есть вообще, короче, саму без трусов перед всем, король-то голый, там второй он новейший, 5 штук БМЯ и баллистические ракеты, короче, которые Америку там угрожает, этим угрожает всем. Что делается безопасность, короче, неприятно, где это, там есть эти С-300, там, на санкции какие-то, может, ПВО, есть противовоздушные, аэродинамические цели сбивать. Кого я болванка, короче, вот я какой, короче, мы в ответ совершили. Они, кстати, подковерно просят соцсети на границе остановиться, где есть. То есть конфликт заморозить, ехашь будешь. На людях, конечно, заявление, там, бравурные у них, это то, все, может, короче. А по каналу даже предупреждает, мы хотим на Днепр ракету кинуть, короче, вы там это не реагируете. Marshall düşürtmek sevgi. Tesla sunan it's a failed action, допустим, и это арина, значит, действительно, раскаленный объект, а вот взрывов не видно таких, да, и как будто действительно от нагрева قالوا الغريق до стратосферы دي не смахмаяни ракета, он нагрелся. А еще даже если это сам дня, это как размах на рубль, выхлоп на копейку, он стоит под $100 миллионов, эта ракета. Да, это как вагон золота просто кинуть, чтобы разрушить там не знаю, 5 тысяч долларов, в сарай, да, 5 тысяч долларов, сарай какой-то двухэтажный, его разрушить, представь, вагон золотом кинуть. بحس هذا كان رولكس صحته أغنية كذا بعد برسنة مدول. Дальше им нужно было быстро действовать. Так, конвенциональный тротил должен, или гексоген должен, бейглов, а случай просто, когда там, не знаю, временной там взрыватель или дахите шмаятер, эта взрывчатка должна быть защищена от температурного воздействия. Тротил плавится, модой, это же ацетатные шелка, производные, все эти кардиты, эти С14, это все органическая химия. Так, естественно, его нужно, то есть специально кетчи есть, чтобы она вот фугасная часть, чтобы вот выдержала вот нагрев обшивки и сработала. А поскольку это все делать у них времени нет, тут приказ с Кремля поступил, то есть немедленно, короче, запустить, короче, в неядерном исполнении.
У них это как шей по-русски, как всегда, ничего к этому они не готовились. У них есть ядерные боеголовки. Так просто взяли и, не знаю, песком забили или просто даже, может, и тротил туда. Не, вряд ли, я не думаю, что там тротил. Вот эти раскаленные, так как капли, на бусин гущуху, они падают на этот Днепр, короче. Естественно, там кинетическая энергия удара вот такой массы достаточно, чтобы там за двухэтажный, за сарай, за двухин, где хацаума, за двухин, короче. Понятное дело, если с космоса кинут рельсу железнодорожную, она действительно натворит там дел внизу. Но взрыва не видно. Очень дорогой дешевый понт получился, да? Тесла, и невзору мой радиоактивный пепел, короче, хрюбош, и соч мовать, и на ост, и было и хрюбош. О, короче, свик сагат, это у нас. Я его не слушал, ты ночью. Лучше, знаешь, я тоже давно этого тоже не слушал. Сотник Вахтс из Хулен в курсе всего, что эта компания будет делать. Слушай, их действия предсказывают хорошо очень. И это начало войны, он за 2 года он предсказал вот это все, он обязательно, последний махатчик, ячель, ГБшный, бандюс западам. Потому что он все там предсказал. Я думаю, и дальнейшие действия он лучше предсказывает, чем Невзоров. Он был и первый толк шагать, и цароли керх, шунгинца гинца, он за первый цигаляч грозный юхцер, ответ дуйцер, вязкаш датюаш, короче, в западе ю хатул шагы, и первый юваш, грозный юхцер, грозный амят, стратегические объекты, отца, умадать, он толшим за нас, он. Нефтяные эти, да, решить это нефти. Что странно, меня удивляет, почему немцы шпац во время войны только же Хашиметтик Мацахали в России, Советский Союз, это Азербайджан и Грозный. Все, живем меняться. Там сибирская нефть только там после войны уже разрабатывалась. Почему Гитлер там не попытался отрезать Кавказ вместо того, чтобы там Сталинград, Хаяк, чей-то бороться без щи? По-видимому, через вот эту Аляску, через Сибирь бензин поставлять Тешмахале американцы. То есть, видимо, он посчитал это бессмысленным. То есть, все равно и воюет распи на лошадях и с трехлинейкой. То есть, особо там от того, что от нефти отрежет, особо значение играет. Или они решили это, я не знаю. По такой же схеме, на первую очередь вот это. И ты не прав, я не думаю, что они это делают и в этой симуляции не потому, что это приоритетная цель нас рассматривает, а просто и я свою и ядерный удар еще, и аэродромы, натовские, инжерликош, Турция, то есть они просто первыми успеют долбануть. Это, и на этом инжерлике находится, если память мне не изменяет, 300 или 280 ГБУ-81 или МК-82, или, по-моему, МК-82 в ядерном исполнении термоядерные бомбы, которые с этого самолета запускают. Самолет Хакуса с крылышками летит там километров 70, там 80, может больше. И там до 300 килотонн, то есть 300 тысяч тонн тротила эквивалент. Там, поскольку это ядерное оружие 3-го поколения, там можно еще устанавливать его на это. То есть ханля килотонн сан якет, ханля килотонн сан якет. То есть регулятор, его можно как бы ставить, короче, на мощность его можно регулировать. И сан и бомб шутигар, естественно, эти F-15 хала и бомб хаквас. Ему нужно очень мало времени. Из-за этого кардуина симуляция. Да, соус غير شمبات وش любом случае цунагам кайта соус сад хули кашара не получается соцмегер моды.
ينسيلو ركيه شالكي يلي عرسان سيتسي برام دونو So ما يقدر يزلج جرس حال في حد اللي كريم شوز كريمي دعوة عن حق يعني نفسه دعوة عن حق يعني في ورشة إذا ذاتي نوتين هم دكتور بوتين От Трампа заявление мухи там так я могу закончить эту войну типа за 24 часа бог. Болтон Трампа тоже самое. Вряд ли он может это 24 часа закончить. Хотя вообще президент, у него есть информация, которой у нас нету. То есть какие-то эти. Он, кстати, с Путиным разговаривал. Если он на этом базирует свою эту информацию, типа Путин с Рамальда, а Путин гибнет, мы тут заключить. Честно, бизнесмен. Ну, а Путин это ГБшный, сотканный из лжи гибнюк. Тут обещание щельца. Умшиться, заключить, на этом может базировать свою уверенность. Типа Путин, я соглашаюсь на линии заморозить. И Эльферду, так он говорит, за 24 часа смогу остановить, а Путин так, и Трамп чах. Инаугурация еле из Курской области выдавить, так заморозить, я буду в шоколаде, украинцы в дерьме будут. И что он делает, чухать, не с командованием его, и командование мое, как раз, которое все это готовило. Украинцы, я с командованием, теперь они без командования, теперь надо снова готовить вот это все. Раски вообще, они такие, как бы, паровой каток в царах в Европе, Первую мировую войну. И вообще до этого говорили, все время называли эту русскую армию паровой каток. То есть он медленно очень едет, но остановить его нельзя, то есть он все перемалывает. Вот это русское, вот это, что они там большой ордой собираются, долго, медленно собираются, и потом вот, несмотря на потери, попрут вперед. И он так, я теперь украинцы им поломали, логистику поломали, это склад разбили, командование уничтожили. Они все по новой дадут. Ликвидация положительно. Вот они захватили много территорий, но ликвидацию себе положили. Как бы... Тупиковая ситуация, це хули бяхм белады жодала. Тупиково, если ты же видишь, как несколько ракет способны кардинально менять, ситуацию. А если эти ракет будет сотни, то я думаю, украинцы вполне могут. Кстати, есть очень интересная новость тоже. Американцы обещали передать мины. Украинцы, они в основном наступление русских не могли остановить из-за того, что у них не было мин. То есть мины палящие, в Южной и Северной Корее. Вот прям и Бахмут, я тебе даже тех забыл, зубы не боишь, поскольку Украина подписала уничтожение противопехотных мин соглашения, они все свои мины уничтожили. И меньше есть, РДС, как раз противопехотные. И вот сейчас с этим разрешением, два разрешения было. Одно на отбитие этими территории России, дальнобойные удары и мины. И меньше, Америка сейчас передаст очень крутые, качественные мины в большом количестве украинцам. То есть наступление русских все уже скомпрометировано. И меньше хамакачни, они ничего больше захватывать не будут этими мотоциклистами, мясными штурмами. Мясными штурмами по минам не поскачешь. И людей не заставишь. Они знают, что и солнце наступление украинцев меньше нам маквесни. Если все это, что украинцев появится хорошая возможность собраться в кулак и ударить ответно. Тесла, и популистский ход, может, я сейчас неправильно выражаюсь, но сейчас хитро росу, и буквально беснаг еще будет давай с Байденом. Еще хинс посты давай короче, еще дадал, что герз украинщин дадал, и вот Трамп хавали, короче, и развяз по максимуму, и чтобы этот Трамп как типа на лавру взошел, ищет моментом загонцега.
Да нет, Трамп, скорее всего, я не уверен, что он будет дальше помогать, но пока хавали только ахчумчитуха, ясно, то на этом они еще там до конца весны протянут, украинцы, плюс европейские, духовая Европа, слушай. То есть, в общем-то, до лета Украине фатально ничего не угрожает, даже Трамп вечер. То есть хуже не будет. Ситуация улучшаться не будет. А к тому времени самолет, шум шмассом тоже, Европа тоже. А там Бундесвер вон готовится. Ну, короче, Европу увеличить или помощь. Мне кажется, ситуация все равно выйдет, короче. А и по России есть что, и хумши. Это Путина очень много, что он баллистический ракет, межконтинентальный. Ему не хочется это. Он садится, чтобы по России не били. Дальше теперь командные помощи, у них тоже эти же самые электростанции. Зима в Русне очень холодная в северных областях. То есть ударили по электростанции, все, по тепловой ТЭЦ ударили, все. Там у них целый город, миллионник будет вымерзать. Все до ума дочь. Они будут шины жечь и с улиц на костра готовить жату. То есть это Путин все понимает. И он делал Мерцен и Надежда. Он делал вовсю, давил на Запад, по России татуху Украине. А хин судирдо. Хин, короче, если украинцы, например, опять-таки он пойдет шатуху, что по вам, а шаматуху по мне, все, тогда перейдет в разрез военных. То есть украинский военный победит то, иракский военный победит то. Здесь вопрос очевидный, что современным западным оружием, современными западными ракетами, артиллерией, авиацией, украинцы их тоже вынесут, если они перестанут по украинским городам и ракечи, и гумшлевы. За то, что те не будут делать это с Россией в ответ. Из-за тоже не устраивает Путина. Но он в панике. Гуш модает, я хочу. В любом случае, там нравится, не нравится, моя красавица Бош, Амелдяш, Муати, Из эволюции, чего убирайтесь к границам Тауняды 97 года. Забирайте манатки, а доллар мадара. А Хинсон просит не бить по России. И шахядин не туху, и матухаешь. И вполне реально его тоже подловить. Украинские разведки. Дикью. Там у них агентов, наверное, среди военных хватает. Если они Путина поймают, где-то то тоже, в 300 километров ближе и Хавара, и Юхивара, с границы. В Крыме и уже его порвать, это понятное дело. Крым, Вара, и Сочи, Вара тоже достанут. То есть он там по бункерам будет сейчас лазить. قطع политический подножка моя dünyada. Netanyahu için давякан olsa general olsa Галант. Ищи международный розыск классно Гаагский суду. Лахин давак иш маяти удачи и розыск классно чирак. И давакчы вот он весь айол и судит а Путин вот изи судьявол изи как бы да ему и суд требовал айоту куршуктун в итоге. Да, и главный его лоббист, тайный лоббист и поддержанец был Нетаньяху. Частицы вообще Америки, чтобы Руслан защитить. Нетаньяху есть бasta, он как бы уже все думают, что сейчас и розыск или Гага присуду арестовать, на обвинение предъявить, на самого или наоборот будет реакция. Нет, потому что он там не нужен, он уже Бали вялли, короче, массан Бали вялли, в том числе самым израильтянам Бали вялли и Нетаньяху. Потому что духом дикрадирзан, духом хидарах, если бы не этот человек. Он там натворил много нехороших вещей, неправильных решений.
британский премьер-министр эла шаш Британии على чулру Серьезно? Серьезно? Я думал, да, только Голландия. сюда бочо дир надо лишать, короче, чулру Вот молодец, да? Я только Голландия, Швеция, но похоже, если Англия и Британия, все-таки авторитетная страна, и за ней многие это тоже это скажут. То есть мы что, хуже, что ли? И Сильвио Берлускони и Нетаньяху Харвовки, короче, изерцeza, командирцeza, нюханч о коришаш баркуш. Юг шухцей, важуля, короче, за ши преступнику. Да, и что ли? Ну, конечно, чувала, по-моему, раз Матха Мецон, Нетаньяху. Сын этих малой, здесь иммигранты. В общем, с какого-то украинского города. Там чего литровать, Америку, чего литровать. Но он и ездить не будет, то есть провоцировать не будет. Иранчин, хашли шердон. Ага, баш. Фехика где шердон, Нетаньяху. Постоянно иранчин наезжий шмалер. Они стены смеются с него. Если иранчина комя уцабо. Да, те другие, не знаю. Теперь Хомини главный президент. Хомини убог в тяжелом состоянии. Там. Серьезно? А? Траванули, может? Тоже Бали верху, мол, супер мол. Tesla. И Джохар, и Скай Горант, и Авору, Эльзам, а ты хочешь санцериту. Дела, Скай Горант, сам. Скай Горант, еще цервай. Народ Балтии. Тоже ситуация ухудшается с каждой секундой. Не в нашу пользу. موات خش إبراهيم مو بجوج موات يوتيوب جملة دو تنقى عقا إشتغل شو عبا وشاقا Сами приятели выходные, целых слушать шаббат, потом присоединиться, когда, наверное, белый танец объявит. Зэс, домой хавай. Tesla, от американчи гамаю и дроны шью им засягасен. Просто ищца информация юх пускать яш, типа от американчи и китайчи барта бин России дуал бойрбу бош. Что ты имеешь в виду, дрон еще? Пока что никто еще не перестроился к новой войне, как украинцы и Россия только. Все остальные даже не готовы к новому типу войны. Все еще танки, поляки закупили, а он рядом 50 штук Apache вертолеты. Хотя вертолеты уже дронами сбиваются, и это бессмысленно делать. Намочить миллион дешево. Я помню, сколько там стоит этот Apache, он там штук 15 лимонов, наверное, стоит, если не 27. То есть они готовы бачу. Американцы тоже, они сейчас раскручивается их военная машина, пытаясь приспособиться к новым реалиям. Еще этот украинский, русский том, им выгоден в том смысле, что они могут прямо на месте оружие испытательных репцар, мне кажется, на русских. То есть не передавали в каком-то серийном количестве украинцам, а такой пробный, ему клеты от самого, и штрафет. Системное ведение могут сработать, опознать, заметить, раз, сбить, то есть они много очень пользы извлекли с этой войны в смысле испытания оружия. Швеция открывает
производство, завод по производству дронов, тяжелых дронов, да, в Украине. Да, оплачивать будут они. Да, она Сначала оплачивает и Дания там сделала. открывает. Да, Дания сделала это, сейчас за ними, по-моему, Швеция. Швеция, это мощнейшая индустриальная страна. Они очень много всякой военной техники, технологий изобрели. Американцы у них даже много чего украли, заимствовали, купили, лицензировали. Тесла, цивилизованный мир, так называемый, со стороны анализа. И все равно и тламбоч, короче, нахста адмаш, дуйлар, короче, аирдолш, да, от выводы опса не может человечество не воевать. Рядом Цаэл Шумдар, ваша цивилизация напоминает мне утонченную форму варварства. Нет, и да, это просто несовершенство. Но это развитие, да, саммита. В другом месте они все еще в 7 веке, там, или, не знаю, в 20 веке, а в некоторых местах вообще до нашей эры, некоторые... Пишется диссонансию. Это если бы вся страна состояла из таких стран, как, не знаю, Голландия, Норвегия, там, Исландия, там, Португалия, то никаких войн действительно уже не было бы. То есть там люди уже перешли в следующую стадию развития. А вот от этой страны второго, третьего мира, то есть у царя и проблем еще, поскольку они собственную эту систему не ладили. Диктатор школь, а диктаторам что придет в голову, то они делают. То есть и просто, скажем так, не все одинаково развились до нужной формации. Не все государства, не все народы, не все люди. Marshall вышел на церковь. Маршал. Маршал. Я сказал, что... Маршал Ибраим, ده ماشي خير إبراهيم البراك أنت أخير يوصل ووت مسيت بوت برت شو لدوح ليست شو توالوش Да, отечен, хотя пока признак, я хочу раскопки, а он дочь, короче, от скифиш, мали ничего что нормально, там непонятно, мам докуда. Ибраим, Армстронг, когда на Луне высадился, он гинабах тебя. Да, это типа быстро его, типа кто-то там затолкал назад, и ты там ехал за, это его мало. Видимо, Эльбура, кост, одни бума вырваться, что говоришь, что-то там, возможно, подобное было. Нет, Ибраим, они ждут, пока умрет кто-нибудь, и ему приписывают задним числом, что он видел это, то было. Да, за Армстронг как раз Мавель, по-моему. Я поэтому говорю, и Кусто Велла, который на дне океана слышал. Все, короче. Умершие оставили. Я пускаю вслух, короче, вот Армстронг, Бурак, Гинабах, он даже прокатился по лунной поверхности немного, наверное. Слышал. Tesla شاي البراك يا تا موقع تنقي خذ موقع اعتبر بهمايات تا атмосфера يوش بيتك مايز это موقع يقش مغازيز Армстerdам бутя. Может, по радио это слушал. То есть радиоволны распространяли. И он на Бураке был верхом, скорее всего, в этот момент. Это было это. Иерусалиме, парковку Борхцель. Стрим Стартовую площадку, не парковку. Это космические дела, ты их так не принижай. Долчаться, мусор могли юха где-то там что-то было, то ламаш не кесар сега, там парковку репсует. Законная ее стартовая площадка, ударная волна от ракетного двигателя. Защищать те же Байконур. Аль-Байконур для Аль-Бурака.
Худой актуальный по темам там обсуждать с Джамхаиловым. Был занят его. Мы обсудили это, косточки этому путинские заявления, Гайтарцу обсудить. Пути выхода чеченского народа из кризиса, должны ли мы обращаться к Западу, ответит ли он на наши обращения. Ну и все в этом духе. И к чему мы пришли? Надо работать дальше. Короче, сначала должны быть мы, да, чтобы потом обратиться там к кому-то. И что ли? Да, именно к этому мы и все к этому мы и подвели. А что нам не дает быть мыми, в кавычках? Аль-Бурак. Мое глубокое убеждение. Аль-Бурак переключает нас на Палестину, на Сомали и Лимпопо, да? Да. То есть кататься на Аль-Бураке вредно для здоровья. Тогда, может, останемся мы-ми, а не ними? Не знаю. Да, если на крайняк придется критической массе отделиться от... Ну, тут уже так, кто мы, а кто мы, кто они, что. Наши ли это наши, да? Да, там в ступор войти, да? Короче, кто мы это кто там? Кто устанавливает Коран, Сунну, или мы это чеченцы, или мы это русские, или уже вот это. Ибрахим, как ты думаешь, мы меньшевики или большевики в этой ситуации? Я все-таки склоняюсь, что мы большевики. Просто чуть-чуть надо вот это, как бы, запустить. Все вот это ковырнуть надо, толкануть. Потому что люди, они в своем большинстве, как мы вот это обсуждали, все равно чеченцы, они по своей натуре демократы. Поэтому они выбирают свободные, демократические как бы страны в данный момент, находясь в вот такой сложной ситуации. И туда, короче, пытаются приехать или попасть именно вот в такие места. Но вот даже здесь нас преследуют и не дают очнуться, опомниться, подуматься. Даже вот после создания вот этих групп общения здесь штук полностью вот короче, все как бы объединились, можно сказать, на вот этом, на идее, что как бы надо нас заткнуть, там, я не знаю, обозвать полностью, антипропаганду сделать против нас. Они заполонили мир декорациями вот этих вот фейковых и будулак, что адилах ты шмабацишь. Они просто внешний вид, вот как декорации, кругом ходят и компрометируют весь народ. Вот эти вот декорации, мне кажется, нужно просто вот вырубить и как бы показать, что есть нормальные. Они пробиться не дают нормальному даже вот элементарно внешнему виду. Хаз Америки и хойжин, чей будулачество распространять беш. За них надо взяться вот именно, вот я говорю, в Америке, в Европе, этими законами, цивильными законами, эти декорации нужно полностью истребить. Липовые, аделах ты шо мавацишь. Они все безбожники, их Бог деньги. Они все продажные. Цан я народ дицбалбац, я религия цбалбац. Они компрометируют и религию, и народ. Уже арабам даже стыдно, как они выставляют ихнюю религию.
Короче, все равно. في دولة والكيري ال نيكواتي يزاحين постоянно خش فلورون صنع يوتيوب شو يستخلش شوف سعيش دارهم تخو فريدم нам заимствовать чужие слова. Валькирия. Войны штат, моего имени достаточно. бикш бос бикш бо. Я вообще тоже бекш отвечаю тебе. Питерсон. Короче, тема насчет того, что украинцы мочканули вот этот Курск. И что там конкретно? Информация есть у кого-нибудь новая? Кого они там покрошили? Вроде после этого там ответные угрозы какие-то пошли, как обычно, которые потом через какое-то время, как обычно, и сошли на нет. Вообще конкретно, что там, какая-нибудь информация поступила конкретно, что вот, ну, какое поражение цельным, какие цели были поражены. Еще да, там идет. Часа два назад я видел в Ютубе, там писали то, что идет массированная атака по Курску, а последствия я не читал, не смотрел. صحدواش دقيقة شليه شو قو دنيا شو دين دعداش ديش الله أكبر دال في دويل دال عال شويل يوات أقل انت حاجة انوها يا يو تشوف أنا إيش ساكروش إذا كلينيت وينيرس أنا قاعد إيش ساكلينيت وشون أنت يردولش إيش ساخلش يوم دوشون زوني كوارت عندك واتساب كوارت عندك ما يتعاوت أنا عاين تشتغل ساد أحرو شويش إني أحرو شويش إدرو لا Это постоянно дуть, там дыркаш, там бухурю баш. И вычел, там Курск на счастье, например. Москва на счастье, да. И вот, как se estavel, هنا قنوش اللي تناي هذينا وجدنا بوش. قنوش вот Москва, Курск, короче, любой Питера, Москва, летуша, дальше. И قيمة دي نشبرش مش بولي ملك ومشتاب بقوم أحسن الشارك شادي دوتش مش بس قيمة دي نشتوش بش более мелкого пошиба, да? Зависти на догме, да? Вы великий догматик, что... Dogmatch bo سواء صوني حطوا عنده لازر دو يخزنيه سنج أو لازر عنده شوني حقيقة إز نعدي خلادو إز شو أسمازك شو أتسزناني شو لا تصدقش لازر دو Ицанхена Иран тоже за концепцию чувствуя, лазер чувствуя, и самоедство дашь. Я все Иран сами себя там жрут, короче, в смысле, в каком-то таком плане.
сами друг друга наказывают, палками бьют, там, я не знаю, что они там еще делают, над друг другом издеваются, да, и штука динго. Самодурство. Да, примерно. Да, вот это чувство, дин, هم развитие, дин, сапой, да, худыня, чё, хума, дин, даур, короче, я кам даур, короче, от холи, вагуш, лазер дукой. Тогда разделение сейчас научная шизофрения развивать, я что и лукавор. Отставать дольше, ну и, короче говоря, из-за чего классом долго, да, дикне классом до цеха, дикадук, вайк ходой, что между зеленый свет, хайо, наполнено. Когда это было, мац, дина раз, швен лулу, мац харитна, значит, вот дика ор деш берхари, дидарит я цари, сел чё, деши, троинш деш, да. Да, Савош, и 21 год, да, Москва, со стройки, Чорсо, со школы, я шманалих бетон, не учишь, айдал долго вознесу, он сега, но в Чуаре, у Балбе 16 лет он туда пошел работать, и дауил уж, дауил, и уберечь, что, конечно, Москва, дьявол, я, конечно, все время Москва хилупай. Сюнц, и что висткульш, Балбе, амел, яшишь, один, сомнений, что хуерса, на цуца фразу он обронил, что начальник говорил, Суэвербо, единственная правильная религия, единственная истина, это ислам. Вот свой ислам, от на остов среди эльч, от сквачуаться, щелчок ларса, хулица, тумблера, хаутиор, сан, короче. Харам ларта амадацел. Он эльч. За 300 лет, он дикна глини, я он дикна не нахбатуш. Грушник, Путин шакима цан хауа, между чего Коран царь позировать дойдет. Я больше был тогда, да, будешь с самого верха, да, до самых низов. Синцы мой син курма будет. Так, и туда даха, плюс шлеш бог, сам бог, что будешь, да. Юрдал дагам, уэй, да, цон. Да, ладно, своим хинца цепи там, сам törma дорду. И бет бел был, вот, мангал, эдук, вот, грабли хол, ночи-мота. Тар, олар тходолжа. Вот, я хожу, я тут соцсети дага басил, что вечером без моду до хода. Це було кацеліпча, не ободиш. Решаю проблемы, манипуляция сознанием человека. Вот это цепляет хана я шо. Вол цавиз хабош, да, цвельч, короче, худир до ахбош. Цепляет яш, ой, в самом начале цепляет яш. Со ищет зацепить ее. Манипуляция сознанием, это самая малая степень, которая тут происходит, хотя реально лоботомия бьет бахта нахму укус хишокус, а бамба сам бешпасо, лоботомия ценят. Это изнасилование сознания, б. Да, тут что-то очень серьезное. Бамба, ума, да, Бамба абсолютно, он отдает отчет то, что он говорит, он абсолютно четко знает, что ему говорить, еще Баобе, ну, как бы, сам ясно это четко иллюзия. То есть я не 100% уверен, что он не именно такой там ярый верующий человек, а чисто он программу выполняет. Дунян чат. Безбожник, атеист была. Бамба не то, что это безбожник, атеист. Но вообще это святой Гумдович. Доллага, Ибраим, деши олдала абцеду, абцея зелион, иншаллах, дух, ашка. Холод висталича. Да, ла. Холод висталича. Но ищ один из этих хуков, святой Гумдович. Я хочу чувствовать, что группные швы, не шмутить вещи. Nach мутить вещи. Я не знаю, вот я чуть собой сечь. Вообще,
жизни, короче, лился им, ли идеологии, шесть было цахилон, он туда затягивает, короче. Разница, я шокечек. Хейлер, иш нормально, дуешь, что да свое тебе, что не арзело битишь. И себя шокечек, сегвеч. Что чудишь, короче. Я шокечек. Мега дарённый, а сон гнеден, я дух, дуется, да, царь туда сюда, потом, видимо, там, рассел, один, улетел, вообще, короче, съехать Мадинару, там, одернули, так, уже это, в следующий раз, прям, я уже Магдот слышит, нормально, я жду, next штука, кстати. Тут вахин аса амир бежит целую, короче, тоже там лоботомия, медицина, там, конечно, что уж, да, что все признаки об этом говорят. Это просто наша работа, Олцер. Мы мзды не берем за державу, обидно будет. Да, это просто работа, я выполняю приказ Божий. Кучвахта, он острый, короче, дискуссии, ши, дюхом, ши, что man дается, что. Дух появится, что дух победит. Да, це ребята, садик даден, что ты думаешь, то он что спокойно, драпчик и лер, главное, Ибраим, Аллайчан, Савамсы. Он дендет их шабести. Да, den det mäktigt åtskilligt. Den två överläge разборка. Выписано. Короче, массу. Ой, волк дот цугдует, всегда ты весен. Что отскеги нахуй. На YouTube, что Instagram, что соцсети, что. И вообще тема это, что палестинчи, от палестинча, чего палестинча, как бы за них топить будешь. Мой ног чекаем душ, страдает будешь, вообще нуждается будешь в героях, в защитниках, в правозащитниках, я не знаю, там, заступниках, в этих, сочувствие будешь, массе, короче, нуждается будешь, массе чего. Ситуация, думаю, ищет, короче, это время, ой, бешишься Палестины, да, лаки, Нетаньяху, и меня ноги. И все, значит, Путин, ночи Украины, чупаюсь потихоньку, галактия, что вы, что провощает, дается, я понял, а вылечили, то наездить, что вообще как будто бы, что тупить беш, да, а вообще там. Какая сегодня хорошая погода, можно чуть переключиться, да. نوشي أغيد من المدارس إنسان يتمك ذا زرزو قدوح شو أنت شهادة الله شماسي Лейла, زرزو كيتي بارسم قدوح شو أنت Джузукете, какая Россия укрепляет Кавказский регион, российский укрепление. Хочу есть пока колышек войны, массу эго, да, сидя, эго, массу, что укрепление есть. Умшевич, что ли, и шуда дивиться, так есть вообще пункты, да, хочешь, что
ده абсолютно я окон ойл цааш дикхлара тига бол вайс каши от леч долвин от ФСБ и они бью они дали цер кера короче цер кёс чадок вообще приманду на нас у них совершенно свои несовместимые разнящиеся полностью с нами значит, планы. Значит, лишний раз штанах усыплять пеши, укреплять боевой, например, раз штахом до туга, ночи, например, по беспределу Украине, чукушку. Извещено нормально, да? Ой, Одесса, а я говорю, так, хорошо, дороже, дорога, на колышек, это нормально, да? Це пока колышек, я говорю, ой, что укрепить, регион, что это? Я волк дочек вообще, ну, понимаешь, ЧАЭС, кошмар делал, что это? Наверное, как будто бы это дар Божий, что-то какой-то там, бешка должен, что преподносить даже. И вообще лил, да, и вообще волк дочек у нас такой. А наоборот, бдительность, считаю, что это угор самой есть еще. Это актуально. Дочь тебя наоборот, что мне одинаги ухаях ези, вахарда дизи, ингушетя, латниш, унедина дизи. Вообще, это волк дочь мета, и он что еще действительно раз это момент, что вот тебя значит, как будто бы вообще этой темы нет, значит, о погоде, о природе, значит. Шиет мы да я течу, я умел шул. Французский министр за красной линией считает, бачу я это из интервью. Sana Kipr сейчас признавать, я за красной линией сейчас что-то. Это Трамп, ну туда-сюда бош. Вот он война будь сатыш, да, что будто бы Трамп из Украины, то он и Украине табехка больше белт он мабатис. Та Украинчин, та, например, эспешен, та та хундареерч, или уж эспешен, тилет, та ишбеш он мабатис. Из-за полностью, во-первых, быдло, российское быдло, на внешние какие-то угрозы, на внешнего противника, врага, короче, и как бы изнутри, и внутренний, и разность, митинг, недовольство, и доехка, во-первых, издуть себя, да, а по ходу, что это было украинкам, кокела и охш. Кокел Ержуш, как обычно, имперский штат. Если там пройдет, потом еще дальше. Короче, если дальше получится, еще дальше, короче, нащупывать дешь по ходу. Так, в основном, и там внешние, постоянно угрозы, и там внешние, враг внешний, это проблема. Хотя и как бы на себя вовнутрь, сконцентрирована толпа из управлять. Это мои военное положение, юкаехкич, сразу без суда и следствия, вот там окопы, чухвас еще в Украине, чухвас еще кайшт. Короче, там массу действующих банд, террористических банд режима, Анна значит. Короче, сец вариант, тромбуй, тем более с проигрышем, сейчас
как бы шейл и быдло вовнутрь вариант, я себе абсолютно. Единственное, очаги, что легче, текучего, что продолжает, ешь. И, короче, запады, конкретно, он да еще. Я, короче, раз кашиться конкретно, загунда не сборчишь, типа еще на ядерном потенциале, что-то сконцентрироваться, один, и вот так вот, и пока и бан режим, он ел тебя, да ел, в частности, еще Путин тебя царил. Афганистан, Обама, и все, там, короче, или украинцев, адверзии, что украинцев, даже и там украинцев, адверзии, сразу, санахичана, юная, короче, очаг, воюла еще, это выдло, на центр, в центр, в себя, сконцентрироваться, один, короче, против этого начнет. Для этого войну идти, качинишь. Жертва. Да, вай, дома дайте. Свои. Я имею в виду, махнется бухабаш, вайбар, гундос, шайбаш бухуш этого. Когда выбирать не из того, вали все на серого, и как всегда серый виноват. Из бах, асен стал, шайнеш мабуйца тебя полностью. Как бы церковь, руководство, церковь, там, я не знаю, в точности Да, народ просто наш, и страна, как бы земля просто. Ну, народ, домодать, то есть нету никакого, ни доверия, никакой, ни идеи, ничего. Сейчас выехалось, не молиться, что люди просто тупо пытаются выжить и все. Что, в чем их нельзя никого не обвинить, ничего, что воевать, да задухаться. Если раньше мы не сумели, не смогли, что раз сел, сконцентрироваться, скоординироваться, один саунда. Как бы такое чего я хаякал лица. Сейчас, в данный момент, только выживать. Бухабеш по какой-то. Выживать я шел. Ситуация выхол, царайская, лати, царайская, лечь первую русско-чеченскую войну. У нас была идея национальная, интерес, национальное самосознание. Смотришь, это если выехалось, это просто каждый тебя боевик куй с оружием. И что просто за деньги молите. Слушай, зачем это? Путинский туалет тебя лареет. Если цурайскаш принудить бойца на Украине, чукайся, всегда был хуш, гокку за хамнич принудить виру. Резкаш и резко, дух-дугалца, чуть что есть положение. Зачем нафиг это надо? Да, чего, хакал и из положения хуйганец, из всего этого грамотно выпуститься. Хинцы последница, от чего и луца, Алаудинов, короче, я русский бошта. Интервью юкцун. Очень смелорис. Смелорис, вот, можно. Жаль, что пропагандист, смело, вайскаш. Соловьев. Да, Соловьев. Из двух, сюнцукцун, хамел. Чисто русский, из нормально, русский убор. Суть, что чак был хайкал, мацахочется, ну не то, что хайкал, а специально говорящие голову туда посадили, в этот русский телевизор, и за этими говорящими головами они весь со всем нашим народом их ассоциируют. Вот человек потом автоматически на наш народ перекидывается весь, как будто бы мы там на Украину нападаем, мы заинтересованы. Запад в одну позицию там поставить, не буду выражаться, цитировать пехотинца Путина.
Ишь умный шлюч, такой шадокам, как бы от русский говорящий голову, видите, с ними как бы ассоциировать дашь. И хулксуна. А когда они говорят, что я русский, я полностью русский генерал, я русский солдат, это уже нормально, да. Только и церкви турам, да, церкви, что редукция. Им-то наоборот выгодно. С самого начала русские, как они на Украину напали еще с 2014 года, постоянно они какой-то батальон Восток хотят туда приписать, потом каких-то тиктокеров, сейчас уже в нынешнюю войну. Из всех дагестанцев, бурятов, якутов, башкиров, я не знаю, там, кого угодно, да, там, мордвинцев, татар, короче, из них всех они именно раз, Из 190 национальностей. Да, вы видели, чтобы татарская голова говорящая сидела в телевизоре и говорила, мы войско Иисуса, алейхиссалам, будем делать джихад, будем нападать на украинских кефиров. Нигде цена, да? Только вот этих посадили, и то цена щередовой силы ничего. Ваха им хуолчунах, как бы что летин мауис, даже чур эрется волш санукаль. Потом их видео, и ох, что кузау, что мать сила, туда-сюда больше. Оправдываться дашь. А тут раз, как на Украину напали, сразу, короче, прям в самой России генералом стал, короче, и телевизор посадили. Тоже лоботомия, дагаться я, Ибраил. Изначально вообще армацию. Сега лоботомия, я царюш там просто фасия, молодец. Ничего сложного. Мой тебя был ночью, пехотинч цер, я татарщи, я бурятщи, там, я цанна, короче, кудол. Там Кавказе даже, прям щи, цер, выбор, я моя, тебя, я боец. Им просто фас сказал, и они выполняют команду, и все. Там, я хочу, не хочу, там, за вот такие бабки пойду или не пойду. Вот, например, там, соседний регион, там, Ингушетия, Дагестане и в других, короче, российских регионах, там, регионах за бабки. Как бы обвелся. Куда уже любой гаишник, давай отцел, короче, Хагулов есть, столько-то надо собрать. Если гаишники столько-то нарушителей не соберут, чтобы в Украину закинуть, то сами гаишники как бы будут закинуты в Украину. И те потом начинают какие-то нарушения там из пальца высасывать и вот так вот. Ищет, короче, глупая ситуация. Ну то, что вот последнее вот это, я русский бог, я русский генерал, я русский туда-сюда, вот и риторика из уже нормальная. Русский, а генерал, уже русский, короче, военщина, русский, как бы за русский мир, ты слушал, у вас вообще Хадович, за русский мир, бог. А при чем здесь чеченцы? Иди за свой русский мир, там, воюй и представляй там русский мир. Зачем чеченцев там представлять? Сирия, Украина, иногда там присягивающий, Багдадин присягивающий, Путин присягивающий, ночи уцелуешь отца, что россияне бывают, полезли от там, да, сами. Северная Корея, безбожник, шбулция, дакчуа. Аллах ват. Boş, haber değilsin, yok işareti değilsin boş, yok zaten yaş, natılmış maddesin alıyor. И искусственный интеллект генерирует.
Видишь, вообще последовательный бат до 2022 года, с 2014 года Крым, Донбасс, Моторолгар, Гивигар, Стрелковар, Ишнукач, и он вообще из-за память стирать не буся, Ишнуч, штат, Данариат, Эланариат, Нашел ветеран. Nere marshal надо ухшорсом на вас лучшентер. Чугил совета шашорс. Наверное, что? Асюбо вестхерусом мадат. Вестхерусом лучше. Хан ойдан йоксон лучше. Нагы да во ешвак там пока ладойс. Ну а сейн душно лохче хал су могу. В темноте в невежестве латуашдуя подвал шердукой. Чуляном дуя. 91 год, 94 год, я подвал чур эрдуль. Же мерш дервой, новый мерш хочуй на ханю, я доку на. Болервой нет эрхой мерш дахцет чтуй. Йо мастох чуй нет санчин шахт он бервой. Лак дошет, la подвал чур эрдуль он беш бой. Йо и мастох дален эрх аш дервой, йо и мастый вечер мастый. Мет болервой مرش داخل ديش مرش داخل ديش وانيو وخل حيد ولا يوت وان بال يونيت ات بدوالش راح كان دوي ات بدوالش عش دوي تمام مرشوا هيك خل بدوالش دو اكيد تعلق بيرتاح توابيات نوختش سالتي غوسون راسك شدر بلاتو مالوش لا توش ات بدوالش راح تدوش تون اول يحمل غوسون هي خم بياش يمرشوا وين سرايوش Het bedwaltje gewoon hier gaan best nou hadden we toch wat zelf dit een olie halet shoe. Ik heb als je chills manier iets doe. No bedwaltje doe iets dat meer shoe ga iets ja zo het bedwaltje dat doe schok zo. Boog meer shoe iets zo het meer shoe bedwaltje dat doe iets het bedwaltje chills manier hoorde zo boog hier gaan best was ons. No bedwaltje doe iets roos. Is altijd wat iemand wat. En daar gezien je niet zo. Schok zo. Pensie dus een elchukos beep gosuna kak pensie huma beepsen hokchu ahlamas dir dus el kuz gosun kak biashdo majdik no hadoluch dat halwaluch tek alodino tek halwalutu no imershu waluch wat is يخل واحد لا تو والد شوي أخشين أوكرانيا حجوا يوزك يشوك حاجة أوكرانيا ده حجوا سعره سوريا ويك حجوا سعره نو يوين مرشوا خل شرائر دالي تدوشت وات اتشوه لا تاديش اكتشوه بول سابول ناخا اول هندات ويت الله دول شير ويميل واش تيات شير وين ويدويش در وي اول سابول شير اتشوه بول وقتشوه ويميل ديك اش دويش دات يقتشوه ما قود لا مز دويت اكتشوه اي اول سابول ناخا نو اتشوه لا مز دويت شوشي اتشوه يا امشو قود واشوشي يدو سيالو يش اربول يت نخبو اتشوه اروال يرتش كات ارهو اروال تحسام ديش اتر وقبرت يرتش شو تو هم تو لزو شو يا امور ياتس شو قات ار قوسن اتيه اول تسويز تقوي باش ما ترش نوي غيرت لا ترون دات باش غيرت دوك دوتني يشيني ارخو شين جينول سيلو يسات لوتن جينول اتر ساتوس ديت غلاتون قيوم غلاتون ات باش دولوش داتسكو يمولا غوسون يسالتي غوكسون Alodino verče štola ditčana, šejaj už malaboš bilaluš bajh meh išuma, no I halter čudajtu dat. I alodino ver hal hun boš bet padval, čiri šej hal sadalit. Ot išt situācija goksun. I malnaš išt I baltat dieš bakš bu. Ets padval člat tuaš dukoji, timna tie nižēžiste duji. Ot I meršojen gojturi šat, ets padval ču prea milsmani avurdu šo boš. Nahat hun meršo jederi berdha, naha migidat. Šo atsahat šo mer دولي تاع شو LGBT خير شو جيالك خير مالها ميجر دات شو المارش خدا خور دات هوك شو هديك الهوك شو أصلي ديت دو بعد ونداج مارش دولي شو داهيت ميجر دوش دات ويقدر دو بوش دات إشتهم شديش كوكسون وين دي عليه الواش دوم دات سوالش
Инсюга это темный шу, да, аюленца религиозно. Короче, суфизмы, ваххабизмы, как бы разборки еще. Шон один, шон на кишупес. Галама, как, короче, саши, жемпонаху, да, щитов выпаш. Щина хосту, да. Наудеш. Юг сразу и Лубянский села бог, что из АУ параллельно, короче. Опять ты что, тема, чтобы нас туда сфокусировать на нее, сутягу, сконцентрироваться один лечу, херцамег, не один борщ, хайсарыш. Это можно, это не можно. Такая игра плохого, хорошего полицейского есть. Во время которой, короче, все как бы хочешь, не хочешь, получается, что затянуты играть в это, да? И со стороны Вагака за одну эту команду болеть идут, ложь часть общества за другую болеть идут. И эти, и те, они как бы еще больше в эту тему туда уходят и начинают, короче, как бы искать, несостыковки там, изъяны друг у друга, да, в каких-то их вот этих там идеологий там и так далее. И шайдул адам чуть-чуть раз аккуратно переключить было. Вот сюда что зациклить дэш, короче, что по-хитрому, по-русски что. Аккуратно разводить что темнешь, подвигать тешь. Вот с религиозной круги, чтобы, короче, шайдул сюда зациклить веш. В этих темах ты до бесконечности будешь, как вот 1500 лет прошло, и все вот эти вот, только дух яжер до цуги, дух элсамела до цуги, и разногласия, и разная религиозная группировка. Наоборот, уменьшится деш, да, как бы, или в едино сливаться деш, наоборот, еще больше вот этих разногласий, разрозненности и, короче, походу всех туда, в эту тему, как бы чуть-чуть окунуть, чуть-чуть, чтобы все туда ушли и вот на этом концентрировались. Тоже что-то такое хитрое. Ходы еще как бы сдыкаешь сунцаха еще на опас милу, но как правило, например, цан отделе или шел шутащи из одного отдела, как это и в Саудовской Аравии, полностью Саудовская Аравия, которая подконтрольна Бен Салману, семье их, Сауда. Вот у них разные там есть отделы, то есть какие-то хабашистские учения, какие-то салафистские и так далее. То есть разные опции, как бы. Несмотря на то, что руководство, вот этот халиф, верхушка у них одна, но вот разные умные идеологии шармаяш. Точно так же примерно цан отделе фильтр и вот этот такой спектакль разыграть, чтобы всех туда затянуть, отсадить на это. Выставаешь. شو لدوخ شو شحير كوستو لو خيمبو وحوش خزير أمسترنج بوتي وخشير يعني خذ بذات هو كرت كراينش بايل يوخش كراينس نيجي ماريانسكا في بعدين يعني زي بوستيتس وكيان بكا أدم دلوني بيدات كراينس لوهي أول سعر وتسيجي وانير تيك خزير يدو تان تجن خزير يعني دو واحد يسنك ديم يقول لك تان خزيرات سبوخش وين أدمن دات سايزر تجن خشة وشي نورمال سيجنال كده دو تان شو يحشن خزير سنخ ستيشة напрямую инсуна خيشانه напрямую خز ميجر دات سرتي وين دو أمسترنج خزير بوخش تيشة إذا توجي ساعتيشهم دات
لو 19 ليت نزل دو شو اللي راتيشم ده شو ما خاي خبش مودوش الدين مول يشتو كوستون خزير بوخ شو نختيشر اتيشر ده تا فاكت يا تصادق ده كذا تستوش وين سا إذا تجن مليون تجن اشتخوق لا تأخذ شو ده أقدر هر مدو هر مدوي إتأخذ كوين إتأخذ ده وين إتأخذ دو إتأخذ لو تعال صورت شوكوس مرخ شريت الله ده هر نوت يشوكش اتسونخ أكتناخ إشبيري سلات ده بيقولوا يلق سقوش سهولي تعني يمش بايس لو تعني خزير وكون هر خزير وات يمش دوكوين خشوت أكناخ إشبيري سلات يشتون تيشاتيش شو ناخذ لارك شو ناخذ لارك واري وين مسانا غير لارك وين هون تخستي اتسونخ تياتسوكس لو تعني يتيول نشوش دوات إيش لا توش دوكوين يسبدو على شو أردون يتول داتسكوين Redes. إن سقطوا حركين سحركين سرقسوا تيم لو بوتين نوختي شو إنه البنات إيجا إسرائيل تا إلى أون نفس سياشن سيرش كبيرة لايس كل شو إستدار سبب فمدي تيبور دول دنيا نورس بيوشت والنشتو كبيرة بير شخت تلخني تلشكاك بي زاشي شات يوشت بوتين وأتو بيجو قتار بوشت بس فمين تا нам нужен шариат. И снимать только путинский. Хуест. Съемочная группа. Doch Culture, нам нужен шариат. Из-за тоже как бы манипуляция есть. Типа за то, что мы будем шахидами, муджахидами в войске Иисуса, алейхиссалям, против украинского даджаля. Вот типа там Путин нам за это дает шариат типа. Из-за нового, да, это тоже тема, которая просто испорится циклично. И тем более с русскими там новыми ничего велосипеда придумать не надо. Новогорской республики от момента тоже параллельно исламские шариатские государства и узум хаджи что проброс шой его короче сюда молниши его полностью типа советские власти то шариат теперь твердо оли и на это переключить твой шариат Горская республика как бы задавить то это шариат и Кавказьер короче панталыки столб сбить твой на это на шариатские рельсы переключить твой Горская республика как бы отстаивать я шалашуше от Белогвардейчи сердце Бертебан махули хотя уштвельчи все равно однозначно из дирдерца дала использовать я шел царь как бы каждый использовать вещь انت узум хаджи там шариатские движения тоже по такой же примерно вот схеме, да, типа нам вот дадут шариат, сейчас надо, короче, там белогвардейцев оторвать, короче, типа коммунисту шабарка, шариат идут туда-сюда, уличая и государственная, вот Бухантьер, Массумантьер, Горской республики, тут есть чего, свой отделенный, короче, уж оторвать, бойко, ну, ще уже от России разборщин, юхтулта, шариат, мелцер бадех, представляешь, просто 5 секунд. Да, 20 дехка царис, как бы, наоборот, шариат, ну, царь находит, на Украина, в его классическом таком понимании. Ну, просто не с вот этой религиозной, там, подоплекой царь.
религиозном оттенком дочь еще коммунистический шариат, а вот в итоге. А вот это то, что там обещали религиозный шариат, и сразу, короче, полностью надо их как-то на нет свести. Это выше, позволит, что газ рассасти, ну, конечно, чистки шинхабекин, раскулачивать, бой надо, и все, и что, прием, шукаш. Вот это, нам нужен шариат, это тоже примерно из той же оперы. И подавайте, короче, войско Иисуса, алейхиссалям, Украина, Даджаль, там, кефиры туда-сюда, ЛДПР, как бы, Путин, что шариат, ну, уж. И война, оказывается, и без шариат, без войны. Даешь шариату Бож. И Путин, как бы, нормально, шариат это неплохо. Как Степашин, там, тоже в Кармахе, Чабанмахе, шариат это хорошо. У всех был такой шариат. Ахмелла и Хулкцуна, короче. Мотивация вид, стимулист, чтобы к этому подбить. Потому что смысл моя с Украины, не чукайся ночь. Абсолютно украинчик. Был что есть. Церой, вина, уакцевой цер, вообще. Короче, тоже мысль. Легко был, да, но такой комментарий по этой теме. Тесла, он мухает. Что ты имеешь в виду? Ну, нам нужен шариат, Путин, Ошана, Халтуан, таблички. И ее заснимают крупным планом съемочная группа, которая тоже туда пришла. Ну да, حوالي شو обсудить такой, вы соучастник беш, у нас два имиджа, от которых нам не отмыться, которые мы должны доказывать, что мы не верим. Вы исламский радикалшпу вместе с Путиным военный преступник на Украине напасть. То есть у нас два в одном. И это часть этой работы. Все, в общем, не находит. И как я уже сказал, в конце Молли Цоксанацан Беллас Борборш, федеральный договор подписать на республику. А нас будут судить как соучастников Путина. Мягко стелит, чтобы нам было жестко спать. Причем Украина будет возглавлять этот процесс. То есть, как бы медиатор между Западом и их отношением к нашей Чеченской республике будет через Украину. То, что они там скажут, а они вот в первую очередь скажут не осетин наказать, не дагестанцев, а вот этих, которые с Путиным на них напали. Кстати, Украина вернулся гонки, это интервью чуйте. Я что-то пропускаю. Что за гонка? Короче, гонка хуярся за вооружение. Не вооружение, гонка, короче, кто больше мусульман конвертирует вот этих всяких там солдат. Эти подрусские со стороны России, которые, они русских, короче, исламизируют, там, шахады произносят, собирают в круг вот этих алкашей там всяких. И потом коллективно там шахады они произносят. И точно так же вот эти, которые там на стороне Украины, Джамаат, что бойцы Швеции разные, там, Закаевский, не Закаевский, тоже всех, короче, там
ну, не всех, которые собирают какую-то группу там украинцев и тоже противовес там, они тоже шахады произносят, вот так исламизируют. Против шариат, клин клином вышибает бошан, шариат шариатом вышибает. Да, işte iman işte işte görüşün tokuza işte din dahvat yaşlı bu. Hoşa bu yok. Sen doğal hoşa bu. Ты новое слышал, Ибраим, по церкви, и Курской области Царь-Яховой ракетчи, там убили иракского генерала в этом подземелье, ранили много высших офицеров, поубивали, и 500 этих, канадерские офицеры БН, 500 этих власть, сундак халдина. Ну и заодно... Сладков и хуй военный корреспондент, короче, из Люти. Нет, есть еще генерал Ленинградский округ командовать, Яша Путин, дружба. Сундел, мол, и разухан, ракет, тох, немедленно, цен бош, межконтинентальный баллистический ракет, хвост цен бош, там самое, пыжится, где, сундел, мол, и там, я не могу, корейский офицер БН, мол, Ким Чен Ын халха, я же мол. Вся эта группировка была группировкой командования для этого Курской области, Украинч, Аэхвост. Сункеч был командный мой. Их всех размолотили, сейчас им схудируются хушка по новой. На колу начала, начиная сначала, Агуду видишь, мы все командой новые. Перед корейцами стали. В общем, что обломится. Соцсетию, что он где-то украинец, вот тот дорогой ракетч. 13 штук в одно и то же место. Оказывается, они знали что-то, не просто так это делали. Да, нормально. Скорее, чахам, как яйцом, еще таахум далле шай от, короче, таа дунья таахума цагойч. Тиги адресировать, бин, короче, хочу куйсен. Уже куропат, что на обох, что будешь себе. Да, под пропагандой. Войнишь мову пропагандой. Да, будешь жертвой, что ж. Но от этого они же меньше вреда не нанесут, поэтому дух, что прежде чем они убили какого-то украинца, их заранее ликвидировали. Сила абукоши штабу. Короче, 12 тысяч северокорейских маджахетов. 11 500. Но там уже не 11 500, там уже и так покосили. Ну пусть будет 11 000. И песня Юхлакать Езвой 11 000 маджахедов. Да, уже 1000 северокорейских шахидов. Садына ждут яц, ехать Езвой. Боится пространство, где приобретает постоянство Божье. Шуна и чудо тебя. Гулина? Они ушли. Они ушли, и мы подходим к этому. Надо вторую серию запилить. Модер забу райской птицы Божьей. Коммунистической птицы. Они ушли за пределами корейского. Птица, райский птиц. Тях, короче, съедешь чидош коммунистический. Тем что. Красный. Вечное пространство. Где за пределами Курской области приобретает постоянство. سنخيتك أول مجي أسات عشان يدحر أوكرانيا يتقوم دبول بول سنخيتنا وينخش يقحقيتنا سرازو دون كشتو ديرسون عليه ويبيخدش دقاو بأمدشني
شو دقدير سوني خزنير سن شو أخينزيو ويتديتور كدير وش بوال نخش بوال как бы там не было, там написано чеченец. قنو هدادور زردو دادير زن شو تحا صار نخصدت بير بو ويتبر صار بير بو صار لغر بو حاكر وربو فميلي وجا رول نيجرات чеченец الخدوي تانا ودرجي تصعدو صار يبور دات وش إشبري وش يشبري خونداج ودو سبريا دوكчина говори лера алмадегиуэ просто говори Allah все весь народ предатель цаақи махуш боч ванах эдюк ақинак цашаберике ахинза чтоб قي بيخدا الودينا وغيتنا تارتيجي وجا وغيتنا ابنين شويك دون هون انتري هشولي تشيو وجنش دون غرابت بيش كويتش بو شاش باغا بحدات مصو أول بيخدا أي درجة هندشتو هندا تشوي أتصدق واحد لندو الأدم دوي ويداسك أشتو استدوز مدي إشا درجة تير دوي تندر در وق أو در ألوي أتكلا هرتدوليت اتندشتو تار إشا درجة سوني سورة سندا دوت تار دوي إشت كشتو يدات إنز ويهو ديت عادات جيرن دات بتنو دلنتر دوين اس не озеро это, да, просто пятно. Этим да что царь еще дорогие хумдой. Цана маха утсудок адум ухаделена вопрос легче мадари просто на весудой до предвремени боже. А из-за царя специального индином дой шуна хай хасоне, но суна хайло чваца иштагуш так ашадиги изначально. Сун просто та легкий шок халир духр ونخشي بيوش بعد ой مو بيوش بعد سيك خطر دليرقص причем украинцы да акно метмавена игра продолжается а цель то есть разгреши менталило что доктора та ничего личного бизнес мог шевок дешево швентадой а война хаслепою конечно, да, деньгами айгор мобай и дешнеш тохбот чандец давай мы чеченцев силой не взяли, мы их деньгами возьмем. Бадека рубль ценник до что вот ситуация юар сунца юар муадер до ледер до дата хена гойте до велишенс. Да, işte там доис. Полностью. Блин, ничего. Плюс об эренца işte разно, короче, вогум нашли işte. Из-за тоже через идеологии, да, скифиешь, вой, херды, возды, вовше. Цул таю бехтен кошти, юх цул таю Франция эфелю башна их предвестник, потом разно от суис. Стади он адрес. Тигаю терекчи просто такой бехтен мацаити. Это полностью цепочка. Потом хоккуз Австрия. Стрелок. Воркузаца, юкте синагоги. Тига мехбай ини, короче. Козел, это вообще еще Деймах кажется, уэртияца в Вимгонах. Матвошин бош, герз от съемки-то хагушу из такая шерсть я могли. Матвошин бош. На те ракетицу вообще лево, короче, прохоживает. Вожу тоже герволчерта на басниц. Тоже там как бы бусобная. Уже что забавили. Сюка. Шинстан хил ночи был. Зачем я кини судить не короче. Германия ишту, Швеция ишту, массу ольга ишту. И пятно ивантир. Да я, короче, Бог
абсолютно цухумат был больше, что этот кегина был, куда дюешь, шагук дешь, нормально интегрироваться, дин датес был школ, полностью по ним бить, что отсюда, по ним, по нам, вот это лелуш по курбуи, но хчицара. Плюс и Украине чокуш по нах вещь. Юх тебя цер ючо хумнаши, юх иш афиширо, яши кадыровцы. Тем более запада кадыровцы, да, что тебя украинец кадыровцы, ол царях. Инстаграм уже карфен кай хринпен кай хуясуш. Царь, короче, чеченцы бог, а что тут Куз запада хай йол смещать, царь, кадыровцы, ишь понятие и отсюда. Царь напрямую чеченцы, куда что-то ушли. Короче, и бьёхал, и рест бьёхал, хаити кой. Kirchtar kegocena dat ibrem. Kirchtar kegocena Amerika da hurmadaysa уже тадеш дадеха хайвечена ких чеченец алхидоштоцика. Так укн кача колордо. О, вам дай только волю элдат. Вы готовы на все бегца дота. Тут и акид адюч мадай, это соча мадати. Йохтину коллошо мыслишь моей и чеченец алла игичдой. Да ваш маршал в общем قاعد ديما دو على تير كل وين مت دات دو تير مش لين اشتيو هون دشترا هون دنيرا وجه идея هنتا бесполезно до да الله هند دعوت دو вопрос جو даму долларте هند سو كامل гошо чингс хоир кама адми вистхел خبر دي чнадат سونخالوش دا ادم دات ايلو تا قي هم خلصن كرچا حدا ليلن propagandi او چيوتن يولسان مسو اودات از تام الارش جنسن شينچو خزغي تيوشيت خبري بالالدات دقوم خيقشين حيقر بودي شين قيچكي بالمديت نيربا تا اتو الچنا قيدخ تشنگ تانگ متديسني التلفزيون مساغا مديسنيتا يخوش بويش وين تخارز ودو تصادو چنا مايا تلرد التلفزيون هما اتسيرير مايا ويزغر نيتس تلغيتر اشبود مبودر زي дипломат قيچارا حدوچ مدري هين ده все общее бехтадовается, все общее раса, бумагу взял, смотрит фамилии, национальность чеченец, так шадриги бехало, что ой, какие опасные люди, смотри, им же украинцы ничего не сделали, они на все готовы, дон, ради денег ли, конечно, ради денег, опасно будешь, да, значит, а мыслишь, из рёса кашча, да, с ними иметь дело, не иметь дело, бог что и вылечится. Tamam, erdir. Üç ezer kahbatar, ezer şi ezer hılçı duk batarış. Ukrayna beş ezer kahbu. Üç kadir uç erdir ve. No Avrupa aliyuş beş kadir uç bu. No üç aliyuş beş kadir uç mabati kuza. Nohçı mabayış. Ezer kahma buş. Avrupa ezer şi ezer mawatiş. Yandı qoqal majwaşin diyuş. Ser es Avrupa ser ki huel. يا زكاوش إيدو تاري أخماد دوش يا كاديرو شول شحال فيزنا اللي جات ديش بوتاك يستور ما باتي وو يوتش أوكرانيا باش كاديروش بوخا حقش ديوش بولش على تاتيقوال ما يزي حقول ريبيرو أو نوخشي ووخا تشيتشينسي نوخشي ترخليوش بوكا باش نوخشي قوم بالبوش باتش ديستويتين سير كويرتشو بالابات إتس دينو كوارت نباح نخبوش نوخشي انتريس يايات فلسطين يتسر جين هدولم زشيشات تأت مدو حد إخوشر ووجدولم ملك إلخ دولم خلدو جين والماستوخ تا مهرلتيش يشبهوات إخوات إخوشر موات ملك إلخ والجون شالتي يشهدو جين والجون أقروش بيسريح فلسطين يتساعد دو وداش حسي قور واتشون ما دير دات هاي ملك إلخ هاي محك هاي محكر أروي نخشي تشيهم سيوتا
يمحكن ستسجدوا سدودر ومرش مدات وبروليات بس كيسا أنالوجية und goren diat etos jat uzdečk kverte etošu mozgučun kverte uzdečkates upravljatneš madajui merš ako upravljater ha merš uč hont ehu sa hu shi ehu kite merš ezesh kahbush sa ezesh yezer wal hara ويتي اتمكلو ديروي وكربين كاجا هما باها اويات ويتن يغيات نوحشيتي اتر بيخ يوتن سيلو اك نو دوين اش اما باخ بوخ سير بيخ باتستان شبوش بوحيز واشبو ويحيزين شن ديلويس لازم داتسبول ديلوي نود وين دو نو هكاديرو تشناها يوروبيا هوك بيبتان البالا باتش نوحشيكومس انتريسيات بروستاني ردليس تشيشنسن نو تشيشنس بيتاني بريستالي وندال شو نوحشي والحي نوحشي غلق شغلق شغليل واشغليش ويش ديزا شواتس عايش ديل وردات شغليل وشواتس دي بريستايوش بيتشيشنس أني بريستالي بيتشيشنس وندالش فلسطين قوتاني مياندك إستوري عربوي عام وتاني تيردنش مياندش يلسماني يبالوش نوحشي مارش وتاني يش نو يوروبيا بولشانا اش نوحشي بوش سار ايشو نزواني مني بريدومالي يلور مايات وحن برينر دويات ويدت نوحشي حميالي مالا دي وقل مجيتن مجيتن وخوز خليوي شو هات سي حاجة تو ات مج ديلو يز بوخ شو متكوي و يز يو مج ديل دل ديز دو بوخ وانا شحيخ خم بيش يز يو بوخ مت اتساني وخليوش مو حقيوي خليوش موات خوزا يبكو يا خايا ميج يوتش يبكو يا خايا يبكو يوتش يغامك شو قوزو اهودو تاني وخليل ونيس سوين مالا نيس تو دويرزا شو نقوز عديك دو هوني ملال بواخ باتsa بيز وهاي أهدوش دول هما دلخ سومون ناش إت أهدوش دول إت ناخنوك يا ونخل هيوش ولا ونخ ناخنوك يا خليز تأنا ليوش ولا تنش ناخنوك يا خليز حكيت يعني إيوان جالك شو إيوان سات كي يختاروا شو بالو شو بوصل دندش يت هدوك أوغنستان سمالي وتقدر دديش دو أحيخ مقطوط هيك حوصل دو وتكوي هاديس تويتل هر بوصل با وبوصل دانوك يحو أوروبي بيرش يقصح يقش نيس سبينا وت يحس سبوتة بيحك باتس أوكرانيش كربين كناس بيحك سبيل سيخيتك بح وش إنني بس بيحك تام بوش إديت ديش بوش في كمان دبل بتساقي كمان شلون تردات شلون بريدات يحتل بيستخلي خريات ودات يقعد درب الله ليش نخبوتير سردوتي تردات وين تام بلخ بات سام بيحك سبيل توام دا بيرزي رزبيريم سهرتا نوحشيش واحد جيبان اقماتيل روسيا مش ألوك بربوخش بو نحبات أني بوتي خلويت دنيا نتسبو إيخ أبيات مجدورادن بريستوبتكيش ليوخربو ليوتربوش نوحشي بوي ويتان غدا تعا وياتون دا شاش بيخبل بو نحبات ويتات يوقيارتي لادا نحشي حاليا هو ربوتات سير نتسك خربو سويلش Gannival, ويتشا دحرت أمبولتنا برياتش برق ويتشا شنا جنخر بوكشتا برياتش وجه بيج برياتش تبي شوارقصا سوسناخ كنش بيج برياتش دوي داس خبر خلاون داش دو تار بوست اسيتين چنا إش كيكستان تاندان гоич дас хотя бы психологически тани давке دوي دا حن لسبلاسا دا حنيو نش لخابو патрасы что гер мы дик кетрер специально нохча кюкстан да ежеш гоич кетеркош шен матуолош варца то огума деш дачин просто кадагит нашло даса бок büyük nokçu mot bar kюкстани bod we angliçanş işte o body language öyle diye كيكسان خبر تدوت إيش تربارق دونه شين متولش تداسا دون شاش شتوقع هما دينا داس شنو تاغيتنا شتشو برستو قابوشلات أسبوعان أدم درجة قيتش مدي نو هو أغور بول نخبات
برياج أبو مش أعمال القيش بعد أبسلوتنا إنت ريليجا غاليتان دوتسيك أصاب دوشنا إنت بابلوك خيتش كويسن حال دولسون شدوش عشوصة دوش جناحات عراسة عمت تنس ولقصة بايغ مروانة شيء يوتشي شيء نتصور شيء أيل ووتشي إيش بيشن بو إيش دون استيازم إيش بيشن عشبو حلقة غير جناها ألا تاشينوك واخو أل تأثيرات سكرت عصا أولي ولو لقدر عصا أور سيق مدلور داتري هم القيتيا تاندو شو على دوخش بولشاق شو قاعد دلور دريتي إتاب دير داتا سوخا أشياء دو أخو ديتا تاق السنة مداي تاسي مو ليلو ديس تو ليلينك تو ميلدينك ليلو ديش مداي قرآن السنة تو ليلينك سنة مداي إيدا داق هندك دو شجالر ها إيدا داق هندك دو بدانو زينك ها إيدا داق ديك دو تاق دادا مكشا مداتش تاق سونا ريجي لتسميري خيط قيتي وحيجي لتسميري دات بروستا دوش دات سقي مو إيدو تغاسون دوي تدويش داري دويزن شو دحا سوم داسك شيء مباعش بيد بوس ستلي الله سون سيوش يوم كروش عندي تاع سواء تقدم عشور هدات سويش ديلو رواتنا صغور واتنا سنوتو شيء يوش يقوى وحور واتنا سوزان ما جيته مش بيجي نعش باش حلقات باقتنا حل مغيت سو سابنا وان اخي شيء مليل دتاع يوم سيشيشا سيشيون دا سمخجا يوم ديج اشتا بروست بوقس специально دينا داتنو خطا ايش نسلا تغيل خوشي تحلق تنقع تيبن ياتقي اي تيبن يات حيشا داستو انت ايش تقاستو باس نو بروست هولي سودبوي دوق تحلق تنقع تيبن زداستو قاعد وجدوا مش قيمة دايزيش تاك سين دوخش سغلتشر تمك سونار كوتش لا احتلا ليلو يزا وما ما تمك سو قيل هو دون باسكو لا سيوخ سونار ليوقل تيوقل لجمغل دون قيل سو اشتا حداتك شي ما داي او نقش دم دات ميل غورو ميل توندا غورو وغاو انا شي نوت شي يجي عشان يقوا مو خور وغاو تنبول اتعقي خدي شيخان سو هندي وغنس سو تقيج اسال جناخ صون سايدر سا عودل في تشخلو وديلا عاد صون تاخير وقصو شن خيتا عودل فتيم صباح حجلا التي بيمر باخ شيوعي فتيم باخ حيندزك شيك ديغان باخ شيك حيندزك شيك ديغ وجي مكة بونش بدنا وجنا عم جمعي اي لقى مارع معي وجي حسين مويتن وجي مكة بوش حيندزك شيك ديغان بو خون قادولش تدقوهم او قوت خان زعمايا تقول يو يأنا قادو اشت بيرش تاني شاتلاريو اشت خلدو شي داسا اشت غدي زرشين او غدي يأنقي هو شادو حر الديره ولا نقدر بيلنا حيندزك ديغ الا تو دو قعدهم غير داتون دو قعبوغ ويلشول تاع دوم غير داتون بوغ بزوني ديك دو الا وقوشيني يوشين يغن جنا تصوبو حون تلا ديكنك اليشا هرتعم ديوخشتين رب يوم ارتن اشتعم ديوخشو اشت يايت يشا يقول دهون او لا يغيت تاوج غيرنا دا يود نيچوت يلغايوش اسون دا جت شو حال دا شيء سقيتو دا نيست دا لقي ديشا دات نصيرنا حل يشلقسوني اتير تغيش سيقي خايشات سوتي كينوش كيوش واوات لحيجاوات دات تاق إذا كان تعاو كليت تدو هند نخش أدمو نخش تاني شمتا قدش لشم زوجو دش كد نحكي وقنا تراني ديلا أصلا وورو عزر وانت أحتسأل ألدر وين يرسم إردو ويغوشا ويش وورو عزر أيه ألدر وين يرسم أصلا إذا غوقل جنا اشتار خيئة عرم وورو عزر يوم ديردو يعلا وجيتا وتا يعرش وتسن غلقو يعطان تقن ايوان تام إيليت ونقدبلن دي نو يوتو هون زاد كازنا عشت وما اتيا ودو عديتا خد غريون هاتش
صادوتك مدى حون خاطن ماشين شو تراكتور شو كمان شو شامل ونقصن قورنا شو أواون ديغي توحي ديغ أل دير عن إيشنا حوالله شاوون أو تاقي كدنا قوي إيش تومش تقرن أسيت سعدين قدو تانو يتاق نيخش قولوش إيش كل قوم إيش تاقولو تان كوتشي يوندو أسيت سعديت إشتات اتيريولش كرين على اتيولش يقولون بول صاد عير يوتي ويا بدقم دو دوي هندو تشاخش بولشك بيح نبيلش يدعيزوش بيش بوجا سنخيت بوال سنخيتك دعيزوش بولشنجا باز هو وري حيوات ماريانج هنويتين بيش ناشبول واو نقي واخا هو موي سنة مدويس فهم الليل نقليلو ديش مو سو تولك شاقة تحبال ناقص سنة قوشة تولك شمعيقة إيش دمعتش دوي هو مويس هو انتبه هو واخا بيسقط عنوك سو يالي نك يالو يسقى شيشا يالي وش دك دي سنة ديلو ديزوي ديلو اشتلا دات علي تبيرت ديش عطا ديزوي كي شويو دايازو شويك حويك باخونس أسقي هما تباخون هويك السنة ديل دي باخ ويليشنس واد نهرتين مكاك بقول جات شورتين نات بريغلامنتون شقيا لؤكم دي ساعت دعير زي شو درتي واي لو ماش جات تلقوا гласоточно если что чуть дальше бистхолог чуть дадия ولا شو دعير زي بعض أخير دعير زي مثلا ديري سكول داقة شانا دايازة مقر دول برام ماش عول مسوع عليك غير مسيرة هذيك دال بيصير قلبي